Всем салют, это МКВП, и мы снова в Питере. Мы в городе Неве, и мы снимаем про «Зенит». Александр, как вы относитесь к спартаковским болельщикам? Как любой нормальный друг, Юнион я не боюсь. Приветствую. Приветствую вас тоже. Мы возле стадиона Петровский, где, в принципе, зародилась, можно сказать, ну не зародилась, а все золотые годы около футбола питерского прошли именно здесь. Что знакового происходило на этом стадионе? Как вообще начинался движ? Расскажи нам. Ну, движ вообще изначально начинался, конечно, на стадионе Кирова, но тогда мы еще не могли говорить о каких-то околофутбольных там сражениях, об околофутбольной движухе. Это было просто начало фанатизма, рождение зенитского фанатизма. И часть людей, которые были тогда в 80-е на стадионе Кирова, в конце 90-х, некоторые из них даже были у истоков зенитского околофутбольного движения. И основные, конечно, годы, основные события происходили у стадиона Петровский. Здесь уже конец 90-х, 98-99 год. Зарождение всех боеспособных группировок «Зенита». Ну и потом большая история, которая началась отсюда. То есть основные бригады образовались уже здесь именно? Ну, конечно, это вся была молодежь, которая пришла на футбол, можно сказать, после возвращения «Зенита» в высшую лигу, 96-97 год. Но уже 98-99 это были какие-то осознанные движухи, осознанные тусовки молодых парней, которые хотели сражаться с Москвой и с другими, скажем так, командами, которые были для «Зенита» какими-то раздражителями определенными, всякие периферийные движухи, ну, московские в основном, но в общем, люди начали объединяться в какие-то ячейки уже боевые. Чем знаков именно Петровский? Что это, может быть, прям около сектора прям было? 13-й сектор, я понимаю, да, здесь был? Ну, 13-14 сектор были основные, где собирались все фанатское движение «Зенита» на тот момент. И старые, и молодые, и боевые, и все подряд. Все были на 13-14 секторе. Соответственно, и на самом секторе были очень знаковые события, и рядом со стадионом, соответственно, здесь, можно сказать, началась война и с «Динамо», и с ЦСКА. 99-й год с «Динамо» у церкви, продолжение 2000 год, когда... Это тот самый случай, когда убили парня? Ну да, когда убили парня, ну, до сих пор, конечно, это загадка остается, каким образом именно он погиб, от чьих рук, и версий было много, либо это была ракетница, либо это была арматура, либо это были проблемы с сердцем, но тем не менее это был факт. Как раз для меня это было таким одним из первых таких историй, когда я увидел вот, его накрытым, вышел из метро, увидел накрытое его тело, грубо говоря, ну, это у меня в памяти осталось, эта история, потому что видел это своими глазами. Плюс начало войны с ЦСКА, это 2000 год, драка против китцов на мосту, организованная коалицией, и, можно сказать, начало войны с конями. Хотя в этот же год, можно сказать, и кони, и мы держали нейтралитет. Нейтралитет, да, и было довольно-таки серьезное сражение против другой стороны на стадионе, и на Конском секторе, и на нашем секторе. То есть и мы так, и они нас поддержали, и мы их поддержали. Все это было, скажем так, совместно, да, против ОМОНа тогда. Ну вот, но уже были первые отголоски того, что война с конями уже неизбежна, и это была такая первая драка, киты-коалиция, и после этого уже все понеслось-поехало. Плюс на это наложилось то, что «Динамо», ЦСКА дружественные команды, ну и уже было, можно сказать, понятно, что это
наши враги уже и те, и те. Ты когда пришел на сектор, в каком году? Я пришел на сектор в 98-м. Слушай, вот насколько мне известно, питерскую движуху, именно околофутбольную, выделяет заметно из других околофутбольных движей то, что, как правило, парни с сектора гоняют, помимо того, что участвуют в околофутболе, очень часто плотно гоняют на выезда и ходят на домашние сектора, поддерживают команду. Ты имеешь в виду нынешнее время? Не нынешнее, как раз те годы нулевые и так далее. Ну, вплоть до нынешнего времени, да. Сейчас гораздо более все это отличается, потому что когда раньше это было, то есть вся движуха, можно сказать, околофутбольная каталась на выезда, и было без меры народу, и неважно было, это будние дни, какой город. То есть были знаковые события в Липецке и в Ростове-на-Дону, и во многих городах, не в Москве, которые непосредственно посещали большие околофутбольные составы. Были драки с полицией, с местными, и мясо в Калугу приезжало. Ну, было очень много выездов. Сейчас немножко уже не то, такого количества народу явно не ездит, и молодежь уже. Ну, это все немножко видоизменилось. Молодежь уже не та, и годы уже не те. Но тогда было гораздо веселее, тогда все были молодые, беззаботные. Электрички, пару рублей в карман, и вперед, и без экшена это не проходило. То есть на сектор тоже все в Питере ходили массово и постоянно, это было неотъемлемой частью фанатизма, но сейчас, это совсем другое, сейчас стадион, театр, и выезда уже не те, то есть годы прошли, и все. Ты пришел на сектор, сразу начал катать? Я пришел на сектор в 98 году, первый раз на выезд поехал в 99-м. Это был «Динамо» в Москве, как раз таки. Это был такой страшный выезд, опасный? Ну, это тогда было только начало, как раз таки получилось то, что 99-й год, мая, это был финал Кубка. Начались какие-то там обоюдные оскорбления, а уже в 99-м, в октябре, динамиков вот здесь вот возле Петровска, возле церквушки, прогнали в одну калитку, вынесли фактически. Ну и с этого уже война пошла. То есть 99 мая в Москве еще был более-менее на Динамо спокойный. Да и я тогда еще был так пионером, грубо говоря, еще немножко даже не понимал, что там, в каком ключе это может потом там дальше развиваться. И для меня это был, выезд, финал Кубка, Динамо, Зенит. То есть я пока еще о войне какой-то не думал там. Сейчас в 99 году поехал, сейчас 21 год, до сих пор катаешь на выезда за Зенит? Ну да, до сих пор катаюсь, Сколько получается за это время, обычный человек, который ходил на сектор, старался, в принципе, везде и всегда ездить, сколько накатал, плюс-минус? Зенит плюс-минус где-то сотня. То есть, в принципе, у человека, который был более-менее в обойме, околофутбольный выездной, и кто сейчас до сих пор остается в движе, около 400 выездов у зенитских фанатов, правильно я понимаю? От 300 до 400. Я могу так сказать, что в районе 400 это единицы. Даже больше 300 это единицы, может быть, не знаю. Из околофутбольной движухи, это совсем единичные какие-то представители. Я думаю, что основная масса это в районе 150-200, кто был предан, кто ездил хотя бы 5-7 раз там в году, то есть это где-то так. Кто с ума сходил вообще, там, это уже там 300-400, но я говорю, это единицы. Соответственно, многие сейчас вернулись, что радует. Те, кто ушел с движухи где-то там в 7-10 годы, из-за того, что появились дети, появилась серьезная работа, плюс проблемы с структурами, люди сейчас возвращаются, и таких людей много, и недавно видел, порадовался, скажем так, людей, с которыми начинал в Туле и на других выездах, то есть люди ездят, люди вернулись, людям уже, фактически под 40 лет, но у них загорелась новая искра. Евровыезда в этом контексте какое-то особое значение имеют? Или, в принципе, для фаната «Зенита» это обычный выезд такой же, как и, например, сгонять в Томск?
Я думаю, что евровыезда, они в любом случае как бы раньше были менее доступны. Я первый раз на евровыезд поехал в 2004 году. Это была Австрия, Линц. Ну, ничего интересного там особо не было, просто кроме того, что один из старых фанатов «Зенита» выбежал на поле в интересной футболке. А так, просто обычный выезд. Там Европа, пьянка, не более того. Потом были знаковые выезда, конечно, которые уже были такие, где-то экстремальные, где-то веселые. Это и «Цервена звезда» была в 2004 году, и из экстремальных у «Зенита», ну, естественно, Хайдук был, Сплит, но много было чего интересного европейского, просто не всегда все могли поехать по визовым причинам, по денежным, но евровыезда они всегда были интересны. Ну, они не были в приоритете? Или стояли в приоритете? Что, вот, например, увидев календарь, то есть я бью обязательно евро? Они могли стоять в приоритете, если это был интересный выезд просто. Если это было какое-то, образно говоря, третье, четвертое подряд Бенфика, там, португальская, или какой-нибудь там этот, Андерлехт или Стандарт, Бельгия уже пятая там подряд. Людям это было неинтересно. Если это было, образно говоря, какой-нибудь Фенербахче там, или, я говорю, тот же самый Хайдук в свое время, или какие-нибудь немцы интересные и прочие выезда. Или Македония, Вардер, Скопье, да, то есть такие необычные выезда, не пресловутые, там Германия, Франция, а, я говорю, Македония, там Словакия, что-то такое интересное. Это привлекало, да. Просто там кататься на заезженные эти уже Бельгии, Голландии, где все заканчивалось стандартно, местные либо соскакивали, либо это прием как бы легавых. Раз я помню, в Стандарт был серьезный выезд, и там люди на ножах вышли на вас. Первый Стандарт был интересный, мы приехали туда, нас было 33 человека. Символично для «Зенита» число, 33 человека. Мы ехали с голландского Маастрихта туда, приехали в Льеж. Для нас это вообще была загадка. Мы не знали, что Льеж абсолютно левый клуб, как бы красный. И они знали о наших настроениях, скажем так. То есть вас ждали? Они нас ждали конкретно, потому что они нас уже, можно сказать, от вокзала начинали пасти. Просто мы как бы довольно-таки расслаблены были, ехали в автобусе от вокзала, вышли за 2 остановки до стадиона. Это был 2007 год, как я помню. И вот они из кабака вышли, на нас прыгнули. Пряги, бутылки, палки какие-то там. Вполне нормальный махач. Как бы мы даже, можно сказать, в принципе-то его и выиграли. Но по итогу, конечно, выиграла полиция. И из 33 человек 32 провели это время в подтрибунном помещении в полиции, закованные там этими пластиковыми наручниками между собой. Потом придумали способы, как из них там освобождаться. Но это была такая интересная драка. Вот у стадиона чисто такая классика. Городской стиль. Да. Потом был Стандарт Льеж через 4 или 5 лет опять. Там была полная тишина, никого не было. То есть первый Стандарт, он был интересный. И 3 раза был Андерлехт, если брать Бельгию. Тоже. 1 раз была договоренность с ними, которая почему-то сорвалась, и это все закончилось тем, что все оказались просто в полиции. Второй раз подставили бельгийцы вас? Выглядело это так. Второй раз это было просто спонтанное событие у стадиона. 3-й раз уже не было ничего, может, уже и толком никто не ездил. Мне кажется, что я 3-й раз и не был, наверное. То есть, евровыездов было очень много. Хорошо, давай по самым знаковым таким пройдемся евровыездам. Наверное, безусловно, это 2 выезда Германия, Швейцария. Это Штутгарт и Базель, когда состоялись знаковые темы с Айнтрахтом. И первая, и вторая. Первая очень тяжелая из-за количественного их преимущества, из-за качества нашего состава. Тогда, грубо говоря, наши ребята, которые были некоторые по пояс там немцам перекачанным, известные люди в движе, уважаемые, старые, но, грубо говоря, по своей комплекции совсем не соответствовали немцам, которые выходили. Но, тем не менее, выиграли эту драку. Тяжело, но выиграли. А вторая, это уже был проходной двор. Я думаю, на YouTube ее все видели. То есть, это был там вынос в одну калитку. Это с точки зрения таких забивных знаковых тем. Такие же забивные были там интересные и в Голландии, где 2 организации питерские совместно, в принципе,
тоже легко выиграли. И Швеция была, АЭК Стокгольм после Русенборга, такая тоже знаковая тема, но, к сожалению, тоже с определенными проблемами, репрессиями, но шведов тогда просто тоже как бы вообще не оставили никаких шансов. Там была солянка хорошая, добротная, со всех, в принципе, основных там организаций. Ну вот, это было после норвежского выезда. Ну и были различные экстремальные игровые выезда типа Хайдука. Ну там полная победа полиции в плане того, что весь день под надзором, и хорваты, которые там жаждали крови и мести за Питер и вообще в целом. Конечно, полиция тогда выиграла. Плюс различные были интересные, конечно, левые темы. Поездки на тот же Хайдук в Ригу, в Эстонию. Поездки на Аякс в Амстердам. Аякс с кем играл? Аякс играл с Манчестером тогда. Там была довольно-таки забавная история, что Зенит играл с Реалом. И часть зенитовских фанатов попала под Реал, под Ультрасур в Мадриде. Решили как бы Реалу, можно сказать, за это ответить. И в день матча в Мадриде Реал-Зенит пошли вдвоем договариваться с ними, что как бы вы просто там образно забрали баннер небезызвестного Невского фронта, который, в принципе, не являлся никакой околофутбольной организацией, хотели как бы просто за это им дать ответку чисто от зенитовского движа. В итоге это закончилось тем, что нас двоих попросили подождать в баре, их лидеров. Мы стояли у входа с товарищем, ждали. В итоге подошли их лидеры, достали просто телескопички и начали нас просто пиздошить телескопичками там в десятером, там, не знаю. Товарищу голову ему пробили, мне руки отбили, в руке трещина была. Долетела полиция, там, можно сказать, нас спасла, потому что там количество испанцев было, там просто толпой нас забивали. Вообще бесчестили, что ли, получается? Они подошли, сказали: ребята, что вы хотели? Мы говорим: мы хотели бы просто дать ответ за людей, которых вы как бы хлопнули по ошибке. Они сказали: да, хорошо, можете дать ответ. Достали телескопички, начали нас просто пиздошить. И вначале нас двоих, потом, когда уже убегает полиция, они в 30 человек еще наших четверых за углом встретили, тоже сломали руку одному, отпиздили. На звонок потом, что мы готовы выйти, как бы ответить за это все, они просто растворились, да, и слились. Хорошо, вернемся к Амстердаму, ты сказал, да. И мы хотели просто Реалу дать ответку, поехали на матч Аякс-Реал. И забавная ситуация была, то, что нас было немного в тот момент, но мы знали, то, что Реал идет с этим баннером Ультрасур. Мы думали хотя бы заполучить этот баннер и потом уже выйти на них предложение. У нас было 13 или 15 человек, мы стояли в парке, позвонил наш человек, говорит: да, как бы ребята из Реала идут в вашу сторону, их человек 15, там и баннер у них в рюкзаке. Мы думаем, ну, шикарный вариант. То есть мы вполне бы их потянули, я думаю, моментом, и все бы забрали. Но в этот момент появляется МОП Аякса, человек 60, которые были левыми, Реал, соответственно, правый. И думают, что мы Реал, и 60 человек на жестком дерьме прыгают как бы на нас, на 13 человек, путая нас с Реалом. И, соответственно, ну, мы, конечно, обозначили, что мы Зенит, но им, походу, как бы, то, что Зенит даже, может, было еще и лучше, потому что, я говорю, просто хуярили цепями, какими-то урнами, и первый раз я тогда вот так схлестнулся просто как из английских фильмов «Здоровый нигер», в белом пальто Stone Island, чисто такой вестern стайл. Но они нас, да, 60 человек там прижали конкретно, как бы кого-то отдуплили неплохо, кого-то там положили. Ну, то есть такая возня была, просто нас, можно сказать, там... Реал не успел туда подключиться? В этот момент появляется конная полиция, отгоняет этот Аякс, мы там поднимаемся, собираем свои сопли, и в этот момент идет как бы Реал, 15 человек смотрят на это все, не понимают, что, блядь, там за отпизженные люди, полиция кругом, то есть это было вот такой вот как бы казус, и потом мы уже решили поехать на матч Аякс-Манчестер, чтобы как бы дать ответку Аяксу за эту всю как бы хуйню. 53 человека у нас было, кстати, очень качественного состава тогда, но
Опять же, Аякс, который мутил на Манчестер, был повязан с утра, весь состав. Мы сколько на них не выходили, сколько там не пытались. Бритиши нам вообще не интересны были в тот момент. Но вот этот Амстердам, он был как бы хороший и интересный, но совсем, к сожалению, непродуктивный, потому что вот стечение обстоятельств и как бы не позволили сделать нам то, что мы хотели. Поэтому как вот вопрос, к сожалению, так и остался в подвешенном состоянии. С Реал Мадридом. Да Реал Мадрид как раз-таки Реал Мадридом, именно с Аяксом, я бы так сказал, да, потому что мы уже ехали на Аякс, Аякс на самом деле больше раздражитель. Мы потом с Реал Мадридом встречались с их основными парнями в Софии на матче Левске. Как раз-таки это были общие знакомства, и Левски были, скажем так, просто людьми, которые могли гарантировать эту встречу, чтобы поговорить и зададите вопрос. Мы тогда Реалу предложили, они сказали, что те времена, которые были, это была их старые люди, они вообще к этому отношения не имеют, ничего не хотят, и вообще как бы к нам нормальные отношения, и они сами как бы с удовольствием бы ёбнули тех старых людей, кто у них это все мутил. Но у них там большое разделение. Часть старой грядки с клубом, часть против клуба. Соответственно, мы общались с той частью, которая не переваривает тех старых, с которыми у нас там были проблемы 12 лет назад. Поэтому как бы с Реалом, в принципе, вопрос, он так, с этим, ну, с Ультрасур, со всей этой движухой, он так растворился, и он как бы больше не интересен. Ну, Аякс, это отдельная вообще история. Интересная цепочка получается, да, мутили на одних, попали на других, стали дороги третьими. Да, ну то есть это было вот такое стечение обстоятельств, где одни, вторые, третьи, а по итогу как бы цепочкой появились, скажем, новые противостояния. Единственное, что Аякс просто в принципе как бы с точки зрения своей движухи абсолютно левый, абсолютно такой как бы не похожий на наши взгляды на фанатизм, как бы Аякс, конечно, очень бы хотелось наказать. Я думаю, не только нам, а многим российским как бы движухам, потому что это такой, скажем так, одиозный представитель около футбола, такой... Серьезный соперник, да, получается? Серьезный, многочисленный, да, но я говорю, у них стиль все-таки это немножко другой. Все прекрасно понимают, почему Аякс так плотно сотрудничает там с Краковией, с поляком, какие у них интересы, совсем близко не относящиеся к футболу. Да и сама движуха вот эта разношерстная, то есть Аякс это и турки, и арабы, и негры, и белые, это все вперемешку, грубо говоря, там, кому интересно подраться, приторчать. Это все Аякс. И у них, ну, количество действительно серьезное, но, я говорю, взгляд на фанатизм, взгляд на это все у них, конечно, отличается от русского менталитета. И я думаю, что, я говорю, не только зенитовские ребята хотели бы с ними встретиться, но пока что вот так. Слушай, давай, раз уж мы возле КАС Петровского, еще раз вернемся к началу и расскажи нам вообще о движухе околофутбольной Питера, как она зародилась, кто откуда вышел, кто кем стал и в итоге кто, скажем так, значимые самые конторы в этом пространстве околофутбольном именно Санкт-Петербурга и «Зенита». Ну, на самом деле, здесь знаковое место, потому что здесь вот на мосту все время, все после матча собирались, грубо говоря, все бригады всегда после матча были здесь. Неважно, это с московскими командами, с любыми. После каждого матча был сбор здесь. На тот момент, я говорю, конец 90-х, начало 2000-х, в Питере было довольно-таки большой приток и организаций, которые себя считали околофутбольными, было довольно-таки много. И у истоков, пожалуй, стояли, естественно, это были Джоли Невски, которые, скажем так, одни из первых появились на этом небосклоне. Коалиция в дальнейшем. Ну и чуть попозже это уже были и крымские организации, и Гремлин, и Бригадир, и Z44, и
Мобил Групп, Снейк Сити. Ну, без... Можете вопрос задам сразу? Вот Невский фронт. Что это вообще такое было? Как из него... Невский фронт и Питерские Волки изначально были две организации, вот середины 90-х там образовавшиеся, которые под себя собрали, скажем так, часть старых фанатов, часть начинающей молодежи, но во главе этих организаций, естественно, стояли старые на тот момент уважаемые фанаты, начиная там, образно говоря, там, от Сабониса, от Е2 и прочих старых как бы персонажей, которые образовали, скажем так, эти фанатские ячейки, а уже из этих фанатских ячеек начали появляться кое-какие. То есть изначально это были не околофутбольные организации, просто это было больше ультрас, да? Они вообще не были никогда околофутбольными организациями, это были просто фанатские движухи, фанатские тусовки, из рядов которых появлялись околофутбольные личности. Допустим, часть бригов первых появлялись там из Волков. Там. Я вообще с Невским фронтом изначально, грубо говоря, там начал общаться с этой старой там тусовкой. Многие организации, я говорю, околофутбольные, они пополнялись из рядов именно вот тех фанатских как бы движений. Crazy Fans такая была тусовка, с которой гремлины многие появились. И, то есть... Ну хорошо, чтобы так было понятно, был Невский фронт, были Волки. Из них вышла молодежь, которая решила уже двигаться по-своему и образовалась, скажем так, футбольные банды. Да, можно сказать, это было так. Плюс в свое время людей из Волков и людей из фронта определенным образом приструнили. Кто-то из Волков даже пиздюлей получил за свои старые, скажем так, расклады Собувалова, которые были на выездах, и с определенным там, скажем так, унижением молодежи, как бы молодежь немножко подросла и за это ответила, и уже как бы эти организации, они были просто, скажем так, ну, фанатье и фанатье, околофутбольщики на них вообще не смотрели никаким образом там, скажем так, уважительно, это было больше просто разделение интересов, вот и все. Но большинство, я говорю, людей все-таки выросло там 15, 16, 17-летними оттуда, а они просто прибежали как бы непонятно откуда, как сейчас нам со спортзала. Образуется в этот момент, как ты говорил, Джоли Невский, крымские, и потом... Все, в принципе, организации, как раз это 99-й, 2000-й, вот год 98-2000-й, все абсолютно... Которые ты перечислил, все образовались в это время? Абсолютно все образовались в это время. И потом иногда обрастали какой-то там молодежными филиалами, еще кем-то, но все вот эти организации основные, это в основном, ну, вот район 2000 года, чуть раньше, скажем так, на волне вот этой реальной перестройки футбольного как бы мира, плюс толчком, естественно, был Щелчок в Москве, 97 год, на котором тоже некоторые ребята, будущие, которые стали потом и бригадирами, и еще там, и Джоли Невский, то есть некоторые люди на Щелчке были, как бы для них это была отправной точкой, когда мясо, грубо говоря, там, меньшим составом, но более сплоченными, там, организованными, там, да, пускай там на дерьме, неважно, но зенитов там в Москве как бы конкретно хлопнуло, многих там покалечили, и для людей это была отправной точкой, 97 год, вот, Щелчок, для создания чего-то там более организованного, сплоченного. И многие люди, я говорю, первого поколения и Джолей, и Бригов, они были на Щелчке и, можно сказать, выросли оттуда. Хорошо, ты говоришь, это послужило созданию чего-то, скажем так, объединенного, да? Но с другой стороны, ты говоришь, что сразу образовалось чуть ли не десяток контор, которые, в принципе, разделили фанатов, нет? Или все это был общак? Как это? Да нет, тогда это просто было дань моде, то есть все организовывались в какие-то свои ячейки по районам, по интересам там, и уже это было, в принципе, можно сказать, это был зенитовский общак, в котором были просто определенные конфликты. Ячейки, да? То есть... Ячейки, да, но в целом это можно было назвать зенитовским общаком, да, все эти бригады. Какие-то посильнее, какие-то послабее, какие-то помалочисленнее, каких-то побольше было, но, скажем так, все равно это был как бы, это был общак «Зенита», который постепенно формировался.
Хорошо, переходим дальше. Когда уже вот становятся две такие значимые бригады, или там сколько это было, 3? Наверное, тогда в то время как бы коалиция стояла особняком, потому что это был наиболее возрастной, наиболее как бы физически крепкий состав. То есть коалиция была, наверное, в топе тогда. И через драки с коалицией, скажем так, смотрины, через зорницы, через какие-то конфликты прошли практически все бригады. И у Джалей были с ними определенные конфликты и у бригадиров, и у гремлинов, и у зетов. То есть, ну, скажем так, коалиция тогда была однозначно в топе. Именно даже из-за своего просто возрастного превосходства. Постепенно люди из других организаций начали, скажем так, тоже набирать обороты. Нельзя было сказать то, что там кто-то был намного слабее, просто складывалось так, что время уже шло вперед, и люди обрастали, скажем так, мышцами, и все бригады уже примерно были в одной плоскости. Нельзя было кого-то выделить, что прям кто-то был там мега-супер топ, а кто-то был вообще полный. Это какие? Это начало нулевых? Это начало нулевых, да, то есть. Хорошо, переходим дальше. Год 5-6. Да не 5-6, это пораньше было, наверное. Это все-таки образование бригады, которая в то время объединила в себе представителей разных фирм, и зетов, и гремлинов, и бригадиров. Это была небезызвестная организация Music Hall, которая появилась в июле 2004 года после знаковой темы на ступеньках непосредственно самого Music Hall на Горьковской против Мяса, которая приехала на левый матч. Я уже не помню, какой это был матч, как это все досконально там происходило, но это был приезд Мяса на левак и первая драка возле стен непосредственно Music Hall. Успешная довольно-таки. И тогда, в принципе, вот это было началом бригады, которая, наверное, в истории питерского околофутбола была основополагающей в то время однозначно. Это 2004 год, уже, скажем так, отправная точка, когда образуется Music Hall, Да. И становится, скажем так, уже топом на фоне всех остальных бригад. Безусловно, да, потому что Music Hall в какой-то мере объединил в себе тогда, можно сказать, лучших представителей от разных бригад. И люди, которые стояли у истоков Music Hall, и лидеры, с одной стороны, была и хорошая физическая составляющая у организации, то есть и нормальные спортивные люди, и плюс старое фанатье, которое прошло драки конца 90-х, начала 2000-х, плюс молодежь, которая только появилась, подкреплять стала организацию, плюс люди с головой, кто стоял у лидерства организации, те, которые могли не только махать кулаками, а там думать, принимать решения организационные, что-то делать. То есть это было сплочение всех компонентов, которые нужны были для успешной как бы организации. Хорошо, остальные куда делись бригады? А никто никуда не делся, все примерно остались как бы и развивались, шли по своему пути. И, единственное, что можно сказать, тогда это был, наверное, такой как бы, скажем так, определенный закат некоторых организаций. Кто-то начал просто реорганизацию и заново возрождаться, но вот честно, в то время именно вот 4-й, 5-й год, 6-й и так далее, ну как бы можно сказать, Music Hall так стоял особняком. Ну, хорошо, давай вот если по единицам так рассмотрим, вот если там есть 100 единиц питерского околофутбольщиков, Music Hall сколько будет составлять? 80 из них? А остальные все 20? Ну, по численности, да. Когда? Ну, вот в лучшие годы, там, 4-й, 5-й, 6-й год, когда все организовались. Я думаю, что состав Music Hall был человек 80 тогда, наверное. Человек 80, это если без всяких там сочувствующих элементов. Может, чуть поменьше, когда чуть побольше, по-разному. Хорошо, а остальные сколько могли собрать?
Ну нет, общак тогда питерский, вот знаковое событие здесь, на Добролюбово, это драка против Мяса. Это, как можно сказать, первая такая тоже драка мюзик-холла уже как организованной организации. Ну, не знаю, там со стороны «Зенита» человек 200-то точно было, наверное, там. Из них, ну, считаю, около половины мюзик-холла. Ну, не половина, но, может быть, треть точно была, наверное, мюзик-холла, 100%. Это было такое, скажем так, ну, грубо, только ввод в дело, только вот, скажем так, можно было говорить о каком-то названии, о какой-то вот... Боевой единице? Боевой единице, сплоченности людей под названием именно как этого коллектива, это, наверное, Добролюбово, Спартак. Да, там не очень как бы удачно все по итогу закончилось, у Мяса был хороший состав, их больше было и в целом, но там был, по крайней мере, то есть хороший, нормальный, добротный замес. Тогда мы, кстати, с многим Мясом вот познакомились именно с точки зрения, вот как с уважительной точки зрения, когда они после этой драки там, ну, кто-то пожал нам руки, кто-то потом оказался в одном кабаке, то есть все друг к другу уважительно относились, и я тогда познакомился, в частности, там с небезызвестными спартаковскими деятелями там, ну вот, и это было отправной точкой. Плюс у меня одногруппник был, скажем так, по тот лагерь за Спартак. Он тоже участвовал в этом мероприятии. Ну вот, то есть мы... Ну окей, давай дальше двигаться. 10-е годы и так далее. Мюзик-холл плотно стоит на ногах и является основной бригадой у «Зенита», правильно? Да, тогда были и знаковые события, и знаковые драки с московскими коллективами, и Спартак, и ЦСКА, и Динамо, и были победные драки и с «Девяткой», и с югентами, и много очень было. Были, конечно, и поражения, какие-то обидные, определенные, но и на европейцы там Минск вынесли в одну калитку, хотя с ними очень тяжело, как бы кони подрались, думали, что там серьезно как-то будет, но Минск в формате 100 на 100 вынесли вообще в одну калитку в Минске. То есть не впечатлил ничем, да? Ну, просто, говорю, то есть думали, что Минск будет серьезный оппонент, а Минск просто в 100 человек лег, разбежался, и на этом все закончилось. Тогда это были золотые годы, скажем так, просто отком прошлись. Ну вот, и все московские, в принципе, я говорю, драки, которые были, они были очень такие, скажем так, для москвичей непростые. И тогда, конечно, чуть пораньше, если рассматривать, конечно, отправной точкой у мюзик-холла еще была драка против банды боксера, которые якобы были торпедонами, но это была драка, понятно, с кем потом уже. Скажем так, очень серьезный соперник, в любом случае мега серьезный, я бы так сказал, на то время, да и вообще. То есть был такой прилив после этой драки. Потом была, правда, ответка в Битцевском парке, уже не в нашу пользу, но тоже как бы это только было с положительной точки зрения, потому что, в принципе, против того состава Мяса, который был в Москве, то есть вряд ли бы кто-то устоял, наверное, тогда, но это были, я говорю, такие знаковые, интересные моменты, которые точно в минус нельзя поставить, хоть это было поражение. А в Питере вот это был такой, да, топовый расклад. Плюс большевиков 2005 год, естественно. Тупик, наверное. Тоже была знаковая тема для питерского общака. В принципе, как там все бригады выступили достойно. Но вообще это была хорошая драка, просто она была тактически немного завалена. Ну, все видели, все прекрасно понимают. Но тогда особо, говорю, никто не расстроился, потому что это было нормально. Потом чуть позже был тупик. Тупик был, это чисто наш был тупик, потому что повелись на условия Ю, и тогда тоже глупо проигранная на самом деле драка с тем форматом, что можно было гораздо все умнее сделать. Но говорят, что как с кем я общался со стороны спартаковского движения, что именно то, что отступать некуда было, был тупик, поэтому это людей сплотило. Как бы говорят, что «Зенита» было больше, но они были все в носу ковырялись, были расслаблены. Я могу так сказать, что просто выиграть ту драку нужно было просто качественный состав Ю, как бы, который был тогда реально, ну, это топовая российская была организация, может даже европейская, вообще-то мировая, не знаю.
Нужно было просто, грубо говоря, 120 человек просто забить, всех вырубить и всех положить, тогда бы эта драка была выиграна. Соответственно, гнать там было некуда, потому что там был просто забор. То есть, а чтоб таких 120 человек там было, ну, на тот момент, ну, не знаю, каким-то образом там всех завалить, ну, это, конечно, это было нереально. Соответственно, правильная тактическая позиция их, да и вообще просто их силы на тот момент, как бы, конечно, в этой драке все решили. Я тоже с этой драки, можно сказать, уходил вместе с ними, поднимался там. Их, скажем так, на тот момент основными уважаемыми людьми, как бы, они все равно, то есть, отдавали определенные ну, там, уважение, то, что, ну, в принципе, это все было достойно на тот момент. Да, тактически они нас переиграли, это был факт. Но с точки зрения, как это все было, это было, конечно, на высшем уровне. Тут ничего не скажешь. То есть это были топовые российские, как бы, сражения тех времен, как бы, и... То есть аналогов больше, можно сказать, да, таких не было. Кто-то затмит это, то есть это были лучшие драки вообще в истории российского околофутбола. И большевиков, и тупик, и понятно, что многие драки ЦСКА Спартак, как бы, примерно там этого же формата, но все равно это, скажем так, на верхушке российского околофутбола останется, как бы, навсегда, это понятно. Хорошо, давай мы задаем всем такой вопрос. Ну, давай топ-3 или топ-5, скажем так, топовых тем «Зенита». Может быть, лично для тебя какая-то из них там будет именно такая интересная, хорошая, добротная. Ты имеешь в виду не из забивных, а чисто вот... Да вообще, любых. Российского? Можно российского, да, давай, ну давай российского, потом к Европе позже перейдем. Ну, это большевиков однозначно. Это как бы бесспорно. Это кони на Ладожской, это бесспорно. Ну, на тот момент против... Про коней на Ладожской скажи подробнее, как что было, кто победил и так далее. Со стороны коней был весь топ. То есть это был конский общак приехал? Ярк, Галанта, да, ну то есть весь топ во главе с их на тот момент коротким предводителем. То есть они приехали вообще зимой в лютый мороз на какой-то левый матч чемпионата фанатов, я так понимаю. Не помню уже, да, это был чемпионат фанатов, кто-то с кем-то играл, они просто приехали. То есть это не футбол «Зенит» ЦСКА был. Ну, с их стороны где-то, по-моему, около 120-130 человек. С нашей стороны побольше, чуть, наверное, 150, может быть. Но на тот момент, как бы, это был конский состав прям такого формата, что они должны были, в принципе, всех укатывать. Ну вот, это был уровень Ю примерно, то есть это такой был самый топ, который только мог быть на тот момент. Российский, опять-таки, да? Российского, да, около футбола. И у них была просто очень круто сделана тактика. Они, значит, 40 человек сели в ресторан Блиндоныч на ступеньках и просто рисовались, то есть все видели. Скауты приехали, посмотрели, сказали, да, 40 человек сидит, ждут, видно, что готовы, то есть никто этого не скрывал. А рядом было такое здание трехэтажное, на котором на последнем этаже находился компьютерный клуб. Что-то примерно из этой серии, то есть они, я так понял, сняли этот компьютерный клуб для там проведения, образно говоря, турнира там по Counter-Strike. И когда мы подошли к этому кабаку, всей как бы тусовкой, просто этого клуба открываются двери и высыпают весь основной моб коней. Еще 80, да? Ну, примерно, я говорю, это был 2005 год. Уже количество примерно так не помню, но я говорю, это была такая тактика, то есть мы шли на одно количество, вышли на другое, и другое количество появилось оттуда, откуда скаут ни один вообще не мог понять. То есть закрытый компьютерный клуб, третий этаж, то есть бамс, и люди вываливают оттуда. Там была вот чисто одна из таких немногих, на моей памяти, конкретно ничья. То есть 5-минутная там рубка, полиция, выстрелы, ну, милиция на тот момент. И то есть это вот было просто сражение, когда уже ни мы не могли, ни они не могли. То есть мы остановились на противоположных частях дороги, менты, газ, выстрелы, там, тела, но вот это была такая чисто вот прям конкретно ничья. Единственное, что после этого мы еще вечером часть основных коней атаковали в центре. Тоже, скажем так, там были максимально известные конские личности, может быть, самые даже известные на тот момент. Там было вполне удачно все, но это такой эпизод, скажем так, завершили день, добавки просто им дали. Хотя они, в принципе, реально там не хотели, потому что понимали, что уже глобальное сражение уже закончено, и вообще как бы не изъявляли желания, но
бригадиры на тот момент, они Решили, что надо. ну, не то, что решили, что надо. Они цеплялись за каждый эпизод, который был возможен. Поэтому было решено, что коней надо максимально добивать уже, если есть возможность, надо это делать. Ну, там была такая интересная драка у кабака, ну, в принципе. Хорошо, это 2. То есть мы начали с большевиков, потом кони на Ладожской. 3. По Пежу тупик, наверное, да? Ну, тупик, наверное, да, но тупик, не знаю. Да, тупик это знаменательное событие, но я даже не уверен, что как бы... Я думаю, что, наверное, это все-таки Чаприяновка, ЦСКА, 2015 год. Тоже неожиданное появление коней, можно сказать, на лесной станции рядом с Тверью. Ехали мы вообще по другим раскладом, и тут нарисовались кони, то есть там тоже была знаковая победная такая интересная драка, большими количествами, нормальными составами. Чаприяновка была как бы очень такая и знаковая в плане подъема, и знаковая в плане победы, и вообще просто она сама по себе была интересна. Это же новые времена, получается, да? Это новые времена, да, это такая одна из последних историй. Это, говорю, вот чисто спонтанный приезд коней. Они не ожидали увидеть нас, именно тех, кого они хотели увидеть, мы не ожидали увидеть их. То есть просто такая встреча на лесной станции у Твери. И это было, ну, реально такой, как бы, топовый. Кто победил? Мы победили тогда, да, победили, но это было, еще раз говорю, то есть, это было тяжело, это был непроходной двор, это было сражение с 2 раундами, там, 5, может, 7-минутное, то есть, это была крутая тема, но победа такая была, говорю, прям мы ехали после нее, там, на больших, скажем так, радостях, там, что ни говори, это был такой успех очень, очень для нас важный. Потом... что еще можно вспомнить? Ну да, закончим 5. Закончим 5. Хорошо, пока думаешь, я тебе задам вопрос. На то время, на твой взгляд, составы, как ты говоришь, Конский общак и небезызвестная Спартаковская Ю, если их сравнивать, вот лично тобой, как глазами участников событий, кого бы выделил? Я могу так сказать, что, ну, в любом случае уважение было и тем, оппоненты были серьезные и те. Просто одно время, скажем так, Ю, наверное, был более успешный. Потом инициативу перехватила уже Ярослав и Конская тусовка. То есть это было просто так, временами. Когда-то те казались круче, когда-то те казались круче. Но в любом случае это как бы однозначно были как бы самые сильные, самые серьезные соперники. Вообще, если взять всю околофутбольную сцену, не только российскую, но вообще в целом. То есть я бы не стал бы выделять конкретно, и тех было много, и они были сильные, и тех было много, и они были сильные. Хорошо, а если мюзик-холл сюда в эту иерархию ставить? Мюзик-холл изначально в любом случае был все-таки малочисленнее, если брать с точки зрения вот такого топового костяка движений. И ну, я бы не стал бы ставить в иерархию, просто все-таки московские коллективы, они в любом случае, скажем так, в то время, 2000-е, начало, середина 2000-х, они были более закорены в плане того, что они встречались друг с другом чуть ли не каждую неделю, любые там праздники, мероприятия, футбол, леваки, питерская движуха, она немножко отличалась. Но в целом в золотое время мюзик-холла это примерно, если взять там равными количествами, я думаю, что бой бы, ну и как и было в принципе во всех этих как бы драках, никогда эти драки не заканчивались там каким-то прогоном или там просто все лежат там или все убежали. Всегда это были в одну или в другую сторону как бы качели. Естественно, со стороны москвичей побед, наверное, все-таки больше. Знаковая тема с Юнион декабристов была дважды, причем в начале наша победа, там в районе 30 человек были Юнион вместе с Эллианс, потом их ответка полностью наше поражение, то есть тоже такая, кстати, декабристов интересная была тема, в принципе, можно ее тоже выделить, поставить в, может быть, ну не в топ-5, но в одной из таких как бы знаменательных сражений, тогда многие зенитские бригады, кстати, облажались там, но все равно это был такой урок хороший от москвичей.
Поэтому я говорю, я не стал бы сильно сравнивать. Понятно, что как бы в любом случае москвичи, они на шаг впереди были всегда. Но Питер достойно, получается, стремился кверху, да, и занимал позиции. Если бы Питер не был бы достойным, у нас бы не было вообще тогда никаких побед. Просто, я говорю, московская движуха, она была все-таки более закаленная, скажем так, но и более многочисленная. Но мюзикл в лучшие годы и вообще в целом, по-любому для московских бригад не был просто там каким-то прогулочным эпизодом, то есть это понятно, но как-то вот так. После стадиона Петровский мы двинули на берег Финского залива, старый добрый город Сестрорецк. Расскажи нам, пожалуйста, давай про перфы на стадионе Петровский. Какие были самые знаковые в истории зенитского движа, наверное, с нулевого по 15 год? Что такого запоминающегося было? Может быть, лучшие перфы, может, как в поддержку команды, так и против руководства? Ну, у «Зенита» вообще, в принципе, всегда с перформансами было, в принципе, все в порядке, как старались там. Определенная группа людей этим активно занималась всегда. И перформансы на общероссийском как бы масштабе были, можно сказать, лучшие всегда и качественные. То есть в этом плане даже не имело значения, какая там была стилистика этого перформанса. В любом случае, как бы все в основном было неплохо с точки зрения пиро-шоу и с точки зрения самих баннеров, самих художеств. Было без меры всего. В основном акцент был, конечно, в основном на какие-то городские исторические темы, на темы, связанные с историей там «Зенита». То есть не столько даже больше были всякие оскорбительные перформансы, сколько всякие творческие там такие исторические истории. Ну вот. Ну, например, выделили что-нибудь конкретно там 3-5 перфов, запоминающихся таких, которые врезались в память? Ну, я думаю, что это и перфы, связанные с основателем Петербурга, с Петром Первым, это и перфы, связанные с военно-морским флотом, это перфы, связанные непосредственно с историей «Зенита» и историей игроков его, как бы. Потом много было достаточно перфов касаемо даже какого-то противостояния с Москвой, как бы интересных много. Ну и плюс на европейских матчах, на европейские матчи делали перформансы различные, патриотические такие, то есть где-то радикальные какие-то, да. Ну вот. Когда была Лига чемпионов с Адвокатом, помнишь, на весь Петровский прям были люди? Да, да, именно тогда вот Петровский, золотая пора тренерства и Дика, Адвоката, и Спалетти, было очень много качественных перформансов, пиро-шоу там, и матчи с Хайдуком принципиальные, все Лиги чемпионские матчи, там, не знаю, Ливерпуль, Бавария, там, Кубки УЕФА, вот эти все, то есть, ну, без меры было всякого перформанса, на самом деле, там история огромная, и качественных баннеров, как бы, было очень много, плюс были различные и в поддержку сербов, и очень много всего, и против руководства, и за каких-то игроков, как бы в поддержку игроков. Там у нас играли, в принципе, личности, которым отдавали определенную дань уважения многие фанаты. Это и европейские игроки, там, начиная от Лукаша Гартика, заканчивая там Ломберцем, Ширлом. Не нынешние, как бы, европейские эти, да, и латиноамериканские непонятные футболисты,
с которыми нет вообще никакого, ну не то, что даже контакта, а они тут, они там, то есть вообще, то есть люди даже, наверное, не задумываются о том, чтобы им посвящать какой-то перформанс. Слушай, особняком стоит, наверное, перфы в отношении такого игрока, как Владимир Быстров. Ну, перфы касаемо и Быстрова, как бы, Иуды, там, и Панова, и различных игроков, которые, скажем так, дискредитировали себя в лице фанатов. Да, они имели место быть, как бы, ну, как раз таки, я говорю, это, да, основное был и Быстров. Если мне не изменять память, что-то было и по Широкову, что-то было и по, да, Панову, и по нынешнему товарищу, который до сих пор еще, к сожалению, остается в команде, небезызвестный игрочишка. То есть у фанатов «Зенита», скажем так, была однозначная позиция, Быстрова никто не просил, когда он вернулся. Он же там, наверное, встречался с активом. Ну, он встречался с нами, да, у нас была с ним встреча, и неожиданные встречи были, и были встречи запланированные с ним, но где он там страдал и всячески извинялся, но его жестикуляция в адрес зенитовских фанатов на матче в Лужниках тогда со Спартаком, когда он подбегал к сектору, там тыкал свои пальцы, да и вообще в целом как бы отложил отпечаток, что с ним как бы в принципе было все ясно, и его уже никто не воспринимал как зенитовского игрока, то есть это был так, просто фуфло, которое вернулось обратно, там что-то побегало еще 2 года и также куда-то дальше поехал там в Краснодар. С Широковым то же самое, были встречи довольно-таки серьезного формата. Он там... Широков изначально был как бы невоспитанник же, да? Он пришел. Но он слишком много открывал свой рот, слишком много говорил, всегда выебывался и чуть ли там не обещал отпиздить любого из движения, на что с ним организовали встречу, посадили 10 человек, в принципе, основных из движения, предложили ему выбрать, на что он как бы отказался, замялся. В принципе, поиграл еще буквально, может, там пару игр или полсезона и также нахуй отсюда ушел. Поэтому, по крайней мере, хоть он на встречу, и он, и Быстров, в принципе, они приходили на встречу, да, там, опасались, может, чего-то, но приходили, в отличие от... игрочишки? В отличие, да, от игрочишки, который бегает, щемится и только пиздит в интернете. То есть, были предложения о встрече тоже, да? Были предложения о встрече. Был выезд недавно и в Грозный, когда приезжали к отелю, с ним пытались поговорить. Никто не собирался никого там бить, заниматься рукоприкладством. Нужен был разговор, даже не касаемо разговора его там известного видео интимного. Вообще в целом его отношения, его надменность, пафосность, его отклики в сторону фанатов. Ну вот, ему предлагали встретиться нормально, он от этой встречи всячески избегал, и руководство клуба обещало, что эта встреча состоится, но, к сожалению, так ничего не состоялось, поэтому, в принципе, человек может только чесать своим языком, как бы, и ввиду своей глупости и своей ограниченности, да, полной ограниченности и высокомерия нереального, может только трепать своим языком и, по сути, является чистым фуфлометом, с которым, как бы, в принципе, даже, я думаю, никто уже не хочет ни разговаривать, ни встречаться. Его карьера подходит к концу, и я думаю, что будет своим там хуем болтать где-нибудь там в другом месте, можешь еще в Туле пару годиков там отбегать. Или в Томске. Да, или в Томске. Ну, вот. Ну, вообще смысла нет его обсуждать, потому что это нарицательная уже фигура для всего фанатского сообщества в России. И просто уебок, которого нужно забыть уже, и все. Отлично. Слушай, давай коснемся такой темы. Все-таки, как мы говорили, фанаты «Зенита», околофутбольщики «Зенита» всегда ставили первоочередной целью поддержку команды дома на выездах. Все-таки выездной темы, чтобы как-то повеселее у нас была передача. Какие-нибудь веселые истории с выездов, может быть, интересные истории. Ну, не такие прям там черные, а может и черные какие-нибудь истории.
Да на выездах как бы очень много чего интересного происходило, учитывая, что этих выездов было не десятки, сотни там, и всегда были на выездах интересные личности, над которыми шел угар, и очень много, естественно, было всяких историй, связанных с путешествием на поездах, с проводницами и прочее. Но это стандартная фанатская как бы жизнь, я думаю, у всех более-менее... Для превью у нас был выпуск с Екатеринбургом, там неизвестный маги рассказывал, как они поехали на какой-то выезд, и человек по пути сошел с ума. Они его сдали в психушку, и он просидел 2 недели в психушке, санитары увидели у него билет обратный, когда поезд должен быть. И просто его на какой-то станции загрузили пацанам через 2 недели, уже вроде как... Ну, я думаю, что маги как раз-таки из того региона, где он мог бы много чего интересного рассказать, потому что у них есть небезызвестный товарищ Съедобный, как бы, над которым, как бы, всю жизнь витал. Ну, как раз-таки эти истории даже со Съедобным периодически были, потому что он на выезда «Зенита» прикатывал на сборной все его исполнения, и там было очень много, конечно, всего веселого, а чисто у зенитовского движа, ну, я говорю, без меры было всяких историй с переодеванием в проводников и заливаниями огнетушителями там вагонов, всякими дембелями и прочих всяких историй. Просто всю подноготную, всю там грязь рассказывать, как у всех это было. То есть, ну, фактически будешь повторяться просто. Ну вот. Может, какой-то эпизод в душу запал, прям такой характерный, которого не было нигде? Какой-то эпизод в душу. Да, в принципе, я думаю, что из такого прям чего-то там жесткого, лютого... Кони недавно рассказывали, как они летели на выезд в Манчестер, и самолет по пути кто-то закурил в сортире. Самолет посадили в Копенгагене. Они пошли, выгрузили их с самолета, они купили билет на следующий рейс, пришли. А в аэропорту говорят, вы на этом рейсе лететь не можете, потому что это та же компания, которая вас садила, вы теперь на этой компании вообще летать не можете. А уже на матч на всю ничего оставалось, они купили там какие-то с пересадки билет, в итоге успели. Ну, как бы там сутки понервничали из-за того, что какой-то левый пассажир закурил в сортире, а за него просто вступились фанаты, он даже не фанатом был. Может, такое что-то интересное? Да, самолетные истории тоже различные интересные были, когда, допустим, был у нас выезд в Грецию, и был у нас чартер. Но чартер был греческой авиакомпании, который забирал всех зенитосов с Питера, вез нас в начале... Да, это когда был выезд в Ларису, а перед этим нас зачем-то повезли, этот чартер летел через матч Шальке-Челси. Газпром хотел, чтобы мы подружились с Шальке, дали нам билеты, мы эти билеты все дружно продали. Хотели еще отпиздить Челси там или Шальке, но никто почему-то не вышел, у нас был человек, может, 80 там тогда. Короче, такую какую-то дружбу с немцами нам пытались через Газпром навязать, нам это нахер не нужно было. Но, в общем, чартер полетел дальше в Грецию. И по дороге из Германии в Грецию наспор одному из на тот момент джоликов предложили за 20 евро попробовать, скажем так, прикормить пони-проводницы, стюардессы вернее. И он за 20 евро засунул руку ей под юбку, когда она там воду раздавала. Она там визжала, верещала. Да, она понимания не нашла, то есть побежала к старшему бортпроводнику, к капитану самолета, рассказала там всю эту историю в слезах. Ну вот. Ну, вроде бы все как бы и закончилось, то есть как бы и хер-то с ним, то есть думали, что все как бы сходили на этот матч в Ларисе, там угорели, все нормально. И потом этот самолет должен был срочно лететь в Питер, потому что «Зенит» чемпионский матч в Раменском играл. И все приезжают в аэропорт, и вдруг капитан воздушного судна говорит, что никуда нахер в Питер не полетит, вы там проводницу, стюардессу, вернее, пытались расчехлить. Ну вот, и люди в самолете ему просто сказали: слушай, мудак, там, если ты сейчас не взлетишь, как бы... А летели в Питер или в Раменское сразу? Нет, самолет должен был быть в Питер. Короче, тебе пиздец. В итоге
получилось так, что тот человек, который со стюардессой это сделал, он остался в аэропорту, я остался с ним. Вдвоем, потому что он первый раз был за рубежом, вообще не понимал, что там происходит. Это Волос там где-то рядом с Афином или с Салониками, я уже не помню. Я остаюсь с ним, нам парни скидывают бабки, чтобы мы вдвоем с ним через Афины добрались как бы в Москву, а они улетят на чартер. В итоге получается, что мы-то спокойно через Афины улетели, а чартер весь выгрузили, 2 суток держали в аэропорту Волоса, уже всех проштампованных, причем о вылете, потому что они сказали капитану корабля, что из-за тебя, как бы, наших 2 парней остались как бы в Греции, сейчас прилетаем в Питер, и тебе пизда, ты остаешься в Питере просто с нами. Он зассал лететь, и весь чартер как бы отменил, в итоге все остались в аэропорту, 2 суток там спали на на багажных лентах, там где-то еще, пока «Газпром» не прислал какой-то новый чартер там в Салоники, и все из Салоников сразу же полетели прямым рейсом в Быково в аэропорт, чтобы успеть в Раменское, да, на футбол. А мы в Афинах покуражились спокойненько, долетели до Москвы, у нас было об этом пару сотен евро с самолета собрано. То есть мы вообще шикарно провели время с ним вдвоем. А парни все жестко обломались. Там, я говорю, чудом успели на этот чемпионский матч. Как бы. Вот и казалось, как бы человек за 20 евро, за свое желание потрогать там. Покормить лошадку, да. Ну, не покормить, передача цивильная. Да, покормить лошадку. Ну вот. За 20 евро просто весь чартер 150 человек оставил. Короче, подставил «Газпром» еще на десяточку тысяч евро, да. Ну вот. А таких историй так в целом-то было очень много. Если брать угарные всякие, я говорю, люди в форму проводников переодевались, людей в поезд просто запускали по вписке. И чего только не было. То есть это можно все вспоминать и вспоминать. Я говорю, а про то, кто кого и как, и где, каким образом выебал, так это там передачу нужно на другом канале снимать будет. Хорошо, давай так. Самый дальний твой выезд? Ну, Владивосток, естественно, наверное. Владивосток, да. Пару раз был в Владивостоке. На «Зените». Самый ближний выезд? На «Зените». Самый ближний, ну, если мы берем «Зенит» основной, то это Тверь, Кубок Тверь, Волга-Тверь. Если брать «Зенит-2», то это Псков. А то, что «Зенит» играл как бы на выезде на Кубок с «Динамо» Санкт-Петербург 2 раза, но это выездами как бы не считается. Ну, вот. Поэтому «Зенит» самый ближний был Тверь, самый дальний Владивосток. Из Европы самый дальний, вообще, что может быть самое, это Мадейра, Португалия. Да, на Мадейре я был на выезде. И... Это, наверное, как сравнено с Владивостоком по времени, да? Примерно, да, но дальше Мадейры выезда нет, потому что это остров, португальский остров Фуншал, это почти 2 часа еще от Лиссабона лету. Единственная команда, которая сейчас есть более дальняя, это Азорские острова. Вот. Да, она, кстати, играет же. Да, она сейчас играла. Сочи еще с ним не сыграл вот сейчас. Они играли с Партизаном, да, с Партизаном Санта-Клара. И мог бы Сочи, да, на них попасть. Но вот это был вообще самый-самый дальний европейский выезд. Да? Это получается, грубо говоря, посредине Атлантического океана, между уже Америкой и Европой, Азорские острова. Да, это дальше Фуншала еще на час, на 1,5 лета туда. Оттуда самолеты, я даже помню, с Азорских островов в Америку летают куда-то. В Нью-Йорк, что ли, или в Бостон там летали. То есть это уже совсем прям запрет. Но Фуншал тоже не близко, я говорю, до Лиссабона, еще от Лиссабона пару часов лета. Хорошо, и еще один вопрос по поводу выездов. Выезд, на котором тебе было прям вот реально страшно? Реально самый вот такой вот стрёмный прям вот. Может, по молодости или когда? Да я думаю, что у нас такой довольно-таки экстремальный был выезд в свое время в Бешикташ в Турцию 2005-2004. Кто был там, я думаю, вспоминает эти события, как бы очень было. И, с одной стороны, весело, был просто отель разъебан нахрен с турками, запиздили весь там персонал, этот, всех аниматоров, всех там этих чистильщиков бассейна. В Стамбуле? Это было в Анталии, мы отдыхали в Анталии. 35-37 человек перед матчем с Бешикташем. Оттуда мы на автобусе просто уже ехали в Стамбул. И персонал на кого-то выебнулся, кого-то пытался прессануть, какие-то бабы там. И
В итоге все это вылилось в то, что разнесли просто этот отель к хуям собачьим. Приехала полиция, там штурмовала, чтобы нас забрать. Мы там не сдавались, еще было всем-то по 20 там, с копейками лет. Ну, вот. И в итоге мы там полчаса переговоров, все-таки сдались там этой полиции, жандармерии, нас отвезли. Мы 2 суток просидели в жандармерии. И по итогу откупились какие-то там сраные, там, по-моему, 500 или 1000 долларов. Нас выпустили, и парни говорят, у нас же 2 дня еще как бы отеля оплаченного осталось. То есть, ну, блядь, мы же не будем на пляже ночевать. Пойдемте в отель. Мы приходим в этот отель, там охранники с перемотанными головами начинают просто срочно все закрывать, там клумбами, блядь, заставлять. То есть, видят, что мы возвращаемся, в ужасе там все убегают, весь персонал из-за стойки ресепшн там просто в туалет и начинает щемиться. В итоге через 5 минут опять появляется полиция, нас опять отцепляют, уже везут в аэропорт и просто в каком-то там самолете депортируют нахер с этой Турции. Это уже все после матча было. После матча? Но именно сам экстрим был в районе матча, потому что турки лезли там со всех сторон, блядь, полиция. То есть там такой был конкретно беспредельный Стамбул, потому что Фенербахче 3 года назад было уже, ну, просто поспокойнее. Ну, кто-то там мутил, сам этот Фенер вместе с нашим Кавказом, Анджитом или кто-то с ними были. Ну вот, и дружки. И... ну, особого там супер экстрима не было, да, на кого-то прыгали, но вроде бы, то есть, менее экстремально, чем у Мяса этот выезд был. Сплит был интересный, но Сплит там все полностью перекрыла полиция, поэтому в Сплите это просто было целый день в парке под надзором полиции, но ехали мы туда довольно экстремально, в плане того, что в Питере были события, когда Хайдук несколько раз здесь нормально отоварили, и мы понимали, что там как бы чреваты ситуации, что могут кого-то и порезать, и прочее, потому что это любители. Плюс мы на Хайдук ездили на левые матчи в Ригу, в Эстонию. Один раз вполне успешно, другой раз не очень успешно. И в Риге вообще было очень качественно, то есть 3 или 4 накрыва нормальных, потом драка в формате там 25-30 почти на 100 человек на дерьме. Ну там полиция, конечно, подвыручила по итогу, но вообще так было в принципе интересно. Уже под конец дня, когда уже все мы разъезжались, расходились, попали вот человек, говорю, в 20-25, почти под сотку на дерьме, на Хайдук, как бы 30 секунд там выстояли, как бы, и потом уже вмешательство полиции, и, то есть, в какой-то степени нас спасли, но было очень так довольно-таки как бы экстремально, потому что там Хайдук уже были из этих сотни, были люди, которые были отпизжены в течение дня, как бы, и мы понимали, что если они нас, конечно, прессанули, я думаю, там бы руками, ногами бы не закончилось все, а там кому-нибудь что-нибудь воткнули. Потом Хайдук, кстати, приезжал на наши матчи в Дублин, в Лиссабон, мутили на нас. Ну, не особо успешно, но, тем не менее, это такая длинная история. Так что с Хайдуком всегда экстремально. Вот сейчас выезд у сборной в Сплит будет. Все, кто поедут, я думаю, довольно-таки экстремальное будет путешествие, прям конкретно. Даже, наверное, экстремальнее не придумать. Поэтому, надеюсь, все у русских, которые туда приедут, пройдет нормально. Хорошо, если вот еще к выездам вернуться, какие вот выделишь, может быть, там 1, 2, там 3 выезда, когда прям вот все прям было вот идеально сложилось, свои парни, хорошая компания и так далее, что с которым прям ты вспоминаешь с теплотой, скажем так, вот выезда, которые навсегда, которые уже не вернуть? Я думаю, что было много таких выездов и российских, и европейских. Цервена Звезда, безусловно, 2004 года. Все путешествие, вся вообще обстановка там. Македония 2007 года, сборная, тоже очень была такая, как бы, интересная дорога, много приключений, много всяких раскладов, проблем, ментовок, там, тюрем, там, все было на выезде, драк, там, полиция местная. Потом, наверное... Польша, наверное, 12-й год. Польша, 12-й год, безусловно, с черным оттенком все-таки небольшим из-за заключений у парней. И вообще в целом, как бы, такой, да, экстремальный был реально тоже выезд.
Потом Владивосток первый был интересный, когда мы чартер смогли пробить от команды, сделали там нормальную историю и вывезли нормальный состав. Был Владивосток первый такой очень веселый, угарный, и по количеству там почти 200 человек, то есть для Владивостока было как бы приличная цифра, даже 300, по-моему, то есть очень было неплохо. Да, ну, много на самом деле было выездов качественных и с интересными событиями и по России. И Томск, и Пермь были интересные, когда приезжали большим количеством, и кубковые интересные матчи были, очень такие запоминающиеся, начиная там от Липецка 2000 года, заканчивая там, я не знаю, те, которые про Омск. Был такой поезд даже, да, у нас Омск был на кубок. Прям в Омске играли все? Да, прямо вот Омск, Иртыш-Омск, драка с ментами на секторе, пиротехника, которую мы купили на Челябинском пиротехническом комбинате, да, там эти все шашки, домовухи, фейра просто по 10-20 рублей за сутки до матча все это спрятали в Омске на трибунах. И нас было совсем мало, ментов шмон жесткий был. И когда мы это все зажгли, они там охренели. Я помню, вот с ОМОНом там был такой, хоть нас было мало, но так весело покуражились. Человек 10-15 Екатеринбурга еще было, но наших там, чуть 25-30 всего, это 2004, по-моему, 5-й год. Там такой был интересный, можно сказать, тройник Алания, вот Пятигорский, Омск и Австрия, Линц. Подряд 3 матча шли. Ну вот, много, очень много, я говорю, кто ездил на выезда, много, вряд ли выделит, там 1-2, это были десятки интересных событий. Слушай, ну давай еще, прежде чем перейти к иностранным, скажем так, к заграничным поездкам туристическим, все-таки по российским движухам пройдемся. Может быть, какие-то регионы, может, какие-то шедевры известные, интересные и так далее. Да блин, много чего интересного было, если брать с точки зрения региональных историй, где вот были какие-то. Это была и Балтика Калининградская в конце 90-х, и Тольятти Лада была, и это и Саратов был, в Саратове довольно-таки такой интересный был замес, не один раз, по-моему, даже. И были пресловутые Томск, Пермь, которые, ну, много раз были, просто все предыдущие, тоже сказал, это было разовые какие-то истории. И ну, Томск известная тема была, Томск, да. Блядь, Томск. Томск это была такая история, то что на протяжении нескольких лет наши, скажем так, малочисленные составы там подвергались нападениям, и в итоге было решено просто этот вопрос раз и навсегда закрыть. Томичам можно отдать, скажем так, данные, что они просто согласились, вышли, получили своих пиздюлей, и на этом все закончилось. С Пермью гораздо более, скажем так, сложно все время было. И, наверное, из периферийной всей этой истории максимально не заслуживающая уважения это была пермская вся движуха, которая атаковала там по 3-5 человек наших там парней, не зачастую даже не имеющих отношения к околофутболу, у вокзала ночью там, как крысы там охотились. А по факту на все предложения, которые были сделаны, это все заканчивалось либо
какими-то... Ну, короче, ничего интересного с ними невозможно было сделать, потому что они просто... Мы 2 раза всего приезжали в Пермь нормальным составом, и первый раз это был заход на их сектор, когда они все просто дали джазу. Да, и... То есть прям идет матч? Идет матч. Приехали туда на футбол, это был 2010 год. Говорились просто все на все выйти. В итоге предложение не было поддержано с их стороны. И решили пойти просто на стадион, на сектор. Зашли к ним на сектор. Погнали этот сектор. Да, забрали какие-то там баннеры. Потом все сидели в ментовке с большими проблемами. После этого начались такие репрессии серьезные по отношению к организации. Вообще были проблемы. Потом был еще один приезд. Примерно все то же самое, только без стадиона, просто без залова. Короче, с Пермью так вопрос, как бы, ну и тоже не закрылся. И они, в принципе, раздражителем никогда не были, просто хотели один раз их ебануть, да закрыть этот вопрос непонятный, но... Самара, Казань, вот эти вот движухи. Самара всегда все отлично было, самарские. У нас с ними был полный нейтралитет, с ними один раз даже была какая-то сбивная небольшая драка, больше для проверки спортивного, скажем так, интереса. Я не помню, кто это были, там, Young Reds, то есть, не помню с кем, Shadows. Кто-то из их организаций против нашей молодежи, там подрались наши, там вынесли. Но это было так, чисто спортивный интерес, никакой вражды с ними не было. И к Самаре отношения всегда нормально было. Казань, у Казани нет никакого движа. И Казань вообще никогда не видел, не слышал ничего интересного. Видимо, у них все ушло с временами, там, ходи тактаж, там, и вообще какие-либо, скажем так, организации, похожие на какую-то там неформальность, они пропали толком. То есть Казань вообще нет. Я говорю, единственный из периферии, кто, я говорю, вот такой был неприятный, вообще не нужный, это вот эту Пермь, которая, я говорю, она так где-то как канула в лету, так как бы и вопрос не, к сожалению, тогда толком и не закрылся, все какие-то были непонятные истории. Конечно, нет смысла даже обсуждать, просто. Хорошо, если перейдем к другим клубам московским, не только к основным 2, да, как ЦСКА, Спартак. В Москве же есть еще и Торпедо, Локомотив. Там, может быть, что-то было интересное? Динамо. Безусловно, здесь интересное событие с Торпедо было в Лужниках в 99 году, когда за них мясо выступало. Здесь были Муткины, Торпедонов, и известно, вот, когда их повязали, здесь фотография, когда они все здесь повязанные лежат. Был Шедвилл на Торпедо Зила в 2001 году вместе с Джалями, с Зетами, интересный такой вот на стадионе Петровский. Был Шедвилл на Локо 2007 года, охрененный, я думаю, знаменитый, да? Шедвиллов, да, вообще в истории российского околофутбола, когда мы в 70-80 человек зашли на их сектор, билеты взяли у спекулянтов на их трибуну, и парни вот зенитских было где-то, я говорю, да, 70, наверное, 80 человек, и 2 сектора Лока полных, не знаю сколько там. Ну, было очень такое веселое, интересное событие прям. Закончилось нормально для всех? А? Для всех нормально закончилось? Да, конечно, нормально, там повязали кого-то, через час отпустили, но было прям вот такой прям супер экшен, там вот, грубо говоря. Золотые времена, да? Золотые времена, в гуще как бы соперников, оппонентов, их было до хрена там и в окружении, то есть, ну, было очень как бы круто, кто был, я думаю, все вспомнят это очень с такими теплыми воспоминаниями по тем годам. С Динамо, конечно, очень много было пересечений. Раньше с Динамо была эта ненависть, которая была основана на смерти этого Виталика Петухова и вообще использование аргументации динамовскими, скажем так, товарищами. Ну вот, и их небезызвестные бригады, которые очень любили, скажем так, взять с собой прутики, палочки, ножи и прочее дерьмо. И в Питере у нас люди получали от них, и в Москве также. Хотя и с нашей стороны тоже были не безгрешны, тоже по ним также работали. И драка у биржи, и хоккейные различные мероприятия, и на Леваки мы также ездили к ним, Нижний Новгород, и еще какие-то были, даже в какую-то там, помню, в Республику Мордовия, в Потьму ездили, где-то у поезда их там атаковали. Ну, много было всяких пересечений. С Динамо была та ненависть, которой сейчас, конечно, уже нету такой, немножко сменилось поколение, и интерес у меня среди, скажем так, динамовских болельщиков. Есть люди, кого я знаю, кому абсолютно нормально отношусь, и
ну, то есть назвать их какими-то там, не знаю, скажем так, людьми, которым есть там ненависть. Ну да, они болеют там за другой клуб, но это как бы абсолютно нам нормальные также ребята, с которыми можно вне футбола провести время. Ну, Саша Каманча. Ну, Саша Каманча, конечно, очень одиозный персонаж, но я бы его все-таки не относил к легендам там около футбола, да. Но у него машину вот в Питере украли, у него после этого психологическая, наверное, травма дополнительная появилась по отношению к Питеру, к его фанатам. Но, У тебя во дворе стоит машина, да? ну, машина у меня сейчас во дворе, да, до сих пор стоит еще. То есть я вот, в принципе, время прошло, думаю, что сейчас ее можно где-то. Саш, подъезжай. Да, реализовывать. Покажем двор, заберешь. Да. Не бесплатно, конечно. Ребята знают, где она стоит. Ну вот. А так, в принципе, с Динамо реально была такая вот, в те годы была прям конкретно ненависть. И их акция на речном вокзале против снейков, и наши на бирже, и различные встречи с определенными бригадами. Хотя стоит упомянуть то, что в 2002 году была одна из первых таких забивных серьезных драк против Capitals в Москве, проигранная бригадирами, плюс еще там несколько человек из других организаций. Ну вот, абсолютно честная, нормально, без всяких там аргументов, встретились, подрались, разошлись. То есть это было таким как бы просто отправной точкой, что вот еще так можно, скажем, назвать ту тему по той причине, что в те времена было нереально, чтобы с Динамо была какая-то честная драка, вот так вот созвонились, договорились, а в 2002 году бригадиры с Capitals ее провели. Чья взяла? Capitals выиграли, тогда их было побольше чуть, и у нас так был, как бы, скажем так, ну, такой разношерстный состав. До мюзикольные времена. Да, это 2002 год, до мюзикольного времена, но с этого стоит драки, я думаю, какие-то люди сейчас, ну, даже не думаю, а знаю, они еще в деле, их не так много, но люди остались, это была, да, бригадирская тогда тема. Ну вот, но все равно все были довольны, и на следующий день, кстати, коалиция в Москве вынесла Динамо, там, Патриоты, что ли, с кем-то, может быть, не знаю, возле вокзала. Ну, как бы, грубо говоря, одна драка была в пользу Динамо, другая в пользу нас, это вот в Москве тогда. Потом, к счастью, как бы я говорю, отношения с Динамо уже перешли все-таки в стадию не там смертоубийственных там арматуры всего, наверное, уже обычных драк русских парней, да? 6, 7, 8 года, да, скажем так, Динамо стало примерно на одну ступень, наверное, со всеми московскими врагами. То есть, в принципе, аргументация ушла, и, наверное, ненависть-то пропала, да и людей, кто в то время был уже и с их стороны, и с нашей стороны уже некоторые даже и не жильцы, соответственно, агрессия эта такая ушла. А тогда, конечно, Динамо были, я помню, просто арматуру там пилили, резали на всех заводах, что мы, что они там, то есть сейчас, если это вспомнишь, конечно, непонятно, как вообще один только человек в то время погиб, потому что, ну, тогда вообще там без царя в голове просто люди арматурой фехтовали. То есть у вас Динамо был чисто такой балканский стиль? У нас Динамо, да, можно сказать, был чисто балканский стиль. Я лично могу так сказать, я никогда не приветствовал это, старался всегда даже от аргументов, которые старшие товарищи выдавали, избавляться. И, в принципе, арматурой как бы не любил орудовать, что касалось именно русских, как бы, ребят. Поэтому даже в то время, в принципе, я на Динамо все время чистый ходил. Но вокруг, рядом, там просто звон прутьев стоял на соседней улице, слышен был. Ну и не только, соответственно, я говорю, были ножевые с обеих сторон, и левые приезды, и газ там, и камни, и бутылки, там все вперемешку, я говорю, была полная грязь. Ну, времена ушли, слава богу. Хорошо, давай перейдем теперь к зарубежным поездкам фанатов «Зенита» и наиболее знаковым темам. Наиболее знаковые темы я уже говорю, я уже освещал. Это из забивных, это, безусловно, немцы, Айнтрахт дважды. Даже, я бы сказал, первый особняком стоит. Это была прям крутейшая тема, долгая, тяжелая, победная. Вторая была уже более легкая. Это Аякс Стокгольм, безусловно, интересная история, которая была выиграна совместными усилиями. То есть это тоже была для зенитского движа нормальный знак. Это
были малочисленные, я говорю, забивки, там какие-то голландцы, бельгийцы. Много всего было, много было замесов возле стадионов интереснейших. Марсель тот же самый. Не чемпионат Европы, естественно, а 2007 год «Зенит», 30-35 человек. Против там 70 арабов на говне, на жестком вынесли их. Это был такой прям вообще одна из... То есть это было с их стороны не фанаты были, или фанаты? Нет, с их стороны это были чисто фанаты, это было на площади возле стадиона. С нашей стороны 30-35 человек, чуть-чуть так на легком дерьмеце. С их стороны просто 70 арабов там классического формата марсельского, то есть как у них там команда с этой... Не помню, как называлась бригада, то есть они это были там... Был качественный, прям вот замес у стадиона, никакая не забивка, вынесли их, и прям все на таком адреналине были, что это была одна из лучших таких вот возле стадиона тем. Потом были различные всякие испанские неприятные гастроли и сроки условные за это. Известная тема. Севилья, когда мы получили по 1,5 года условно многие за драку с полицией, с поганой испанской, пожалуй, худшие, которые есть в Европе, это однозначно. Это были различные интересные, я говорю, истории на некоторых восточноевропейских выездах. Ну, интересная довольно-таки «Цервена звезда» была тогда, и в дальнейшее время там много, я говорю, выездов было и в Румынию где-то, когда Стяун спрыгала на секторе, и, ну, в принципе, очень много. Я думаю, что таких выездов, где что-то было европейских, было не один десяток, где какие-то события были. Но вот из таких, я говорю, глобальных, наверное, особняком точно стоял Марсель, однозначно, клубный наш Марсель. И немецкие гастроли в Англии было зачастую весело, и на Манчестере, в Манчестере на финале с Глазго, и Эвертон был, то есть в то время, когда еще все в Англию могли поехать, было интересно по околофутбольному, то есть по английской, в старом таком стиле в этом. Да много чего, говорю, очень много. Хорошо, раз мы перешли к зарубежным поездкам, наверное, не особняком для зенитского движа стоит сборная команды России, да, куда я знаю, что всегда из Питера приезжало много людей, и всегда ни одна тема, скажем так, которая была на сборной, не обходилась без зенитского движа. Да, в свое время мы как бы вообще были самыми многочисленными, кто на сборную появлялся. После, скажем так, удачной во всех отношениях драки на большевиков со Спартаком, мы в этом же году поехали в Словакию, в Братиславу на сборную, и люди из Юнион и небольшое количество и других спартаковских бригад, там тоже было, может, 70-80 человек, позвали нас было 12 или 15, вместе с ними, скажем так, на тему против словаков, Слован, Братислава. Это была сборная 2005 год, я тогда вот как раз познакомился довольно-таки близко с некоторыми людьми из спартаковского движа, с того же самого Ю, небезызвестными, которыми и сейчас, скажем так, ездят, какое-то участие в фанатской жизни принимают, уважаемые люди в спартаковском движе. Мы тогда съездили, скажем так, вполне успешно, было какое-то единение такое, да, словаки единственное облажались, они на забивную драку не вышли, они прыгнули на нас после стадиона, после матча, в количестве 100 человек вышли там из какого-то парка, как вышли, так сразу же ушли, то есть мы их там разогнали, отпиздили всех, кто там остался, и, ну, просто, конечно, катком прошлись, там вообще такая не драка, а просто прогон. Это было первое общение с мясом на сборной. Ну, то есть, скажем так, люди, которые именно около футбольщиков приехали на сборную, там вместе соединились, там пообщались. Состав, там был хороший состав Ю и компании, и плюс немного нас. Мы были вместе, и вот мутили вместе, и все делали вместе тогда. То есть было, ну, говорю, интересно, жаль, забивки это не было, но было неплохо. Потом была уже под нашим руководством Македония. Македония 2007, по-моему, год, когда была драка на секторе, и много приключений, с хохлами замесы в Черновцах, граница румыно-сербская небезызвестная, с такими прям интересными событиями, когда контрабандисты там просили нас перевести
водку, сигареты, которыми благополучно просто забрали себе, на нас прыгнули потом эти люди, были отпизжены там жестко, как бы, и 5 человек, к сожалению, из-за этого попали в тюрьму, уже в сербскую, потому что была румыно-сербская граница, один был из представителей Ю и 4 наших. Соответственно, парни потом выкупали их деньгами, помогали, москвичи, в частности, по большей степени. И в Черновцах была до этого замес с хохлами на автовокзале, там разъебали какие-то бандерщину, там вся площадь ополчилась на нас, мы там 2 дня сидели, короче, ну были такие интересные события, прям всем было настолько похуй там на все эти ментовки, что просто вот, то есть враг, надо его пиздить там, и никто вообще не думал о последствиях. Сейчас вообще это представить себе нереально, чтобы нас с нами там вообще сделали, я имею в виду, чтобы нас так просто за $100 не отпустили, а там нам было похуй, пиздили всех подряд там и там, радовались. Потом в самой Македонии на секторе были события. Вообще нас там было 53 человека с Питера. Ой, не 50, 30, 35 или 37. И чуть-чуть было буквально там коней известно. Несколько сербов было? Сербы с нами были, да, ОФК часть. Да, я был на этом выезде. Интересный был выезд. На секторе было интересно, было просто, блядь, сражение. Когда просто милиция зашла, не полиция, именно милиция. Албанцы, которые лезли с каких-то сторон. Ну там был просто вот такой старый олдскульный экшен, который можно... Фаер зажег в толпе, да. Да, фаера кидали, в них какие-то там, блядь, газом заливали. То есть, ну, было круто, интересно. Я говорю, чуть-чуть коней там было. В основном были там мы. Потом у нас был выезд уже совместный с мясом, с конями, вообще общаком в Хорватию, Загреб. Тоже небезызвестные спортзалы. 2007 год. Да, спортзалы, когда нас, грубо говоря, 200 человек состава приняли и держали в спортзале весь матч. Был очень крутой состав, и москвичи, и мы. Все вперемешку, но, к сожалению, ничего не получилось, потому что полиция там максимально же на вертолетах нас связали. То есть полиция сработала как в Сплите грамотно, да? Полиция сработала так, что мы до этого как бы с этим даже не встречались. То есть мы прилетели, приехали в гостиницу сюда, там, ну, то есть они просто перекрыли вообще все входы, выходы, автобусы, там вертолеты, собаки, там. Ну, это был такой прям олдскульный такой состав, который, к сожалению, не дошел до своей цели, до Загреба, до Динамо, но тогда тоже был. А там было именно Динамо или там был и Сплит, и все? Ну, вообще Хорваты, я так понимаю, и Торсида между собой как бы не... Нет, не дружат, да? Был разговор с Динамо Загреб конкретно. С ББВ, да? Да, порядка 200 или 300 человек их там было, как и нас. Я уверен, что мы, конечно, их вынесли тогда, но полиция там просто, я говорю, я говорю, нас просто закрыло в спортзале и держали в спортзале там. Хорваты известны своим как бы балканским стилем, палками, как вот сейчас недавно с Легией было. Ну, им бы-то палки не помогли бы, мы их точно там ёбнули, у всех был настрой тогда. Это было золотое время русского околофутбола, там просто, ну, я не верю, что кто-то там побежал, отступил, там были топовые московские коллективы, и с Питера также хороший состав, то есть там, ну, и регионов чуть-чуть было там, понемножку всех, то есть там пизда бы им была бы однозначно. Единственное, что, конечно, стоит упомянуть, что я вообще на том выезде был на этом самом с палочкой, с костылем тогда, после определенных там событий, и меня тогда хорватские полицейские, даже не жалея то, что я там, образно говоря, хромой, там, кривой, этим же костылем и пиздошили у автобуса, просто палку забрали, начали ее разобрали, может, я там что-то несу не, потом пару раз ёбнули меня и потом уже кинули просто в меня, то есть, ну, такое отношение было, прям, то есть ненависть с обеих сторон, что с нашей к ним, что с их к нам, то есть такие выезда, которые останутся навсегда в памяти. Плюс потом в сборной было Кошица, интересная, Словакия повторная, когда мы уже были, мы и там довольно-таки приличное количество торпедонов. Ну вот, нас тоже было тогда 53 человека в Словакии на Кошице. На секторе было весело, там со стюартами словацкими, и вообще в целом. Потом было Евро 2008, мы тоже были неплохой, как грядкой, Австрия, Швейцария. И за сборную были... Марибор потом. И Марибор был, да, однозначно, 2009 года, очень хороший экшен. Вместе также
с москвичами и регионами. Очень неплохо слеснулись тогда со словенцами, которых было почти в 2 раза больше, и на дерьме, но тем не менее вот как раз показатели вынесли их, там сдержали шквал этого говна и просто их разъебали. Ну вот, и потом после Марибора была небезызвестная такая как бы история Евро в Польше, где мы также были представлены, наверное, максимально. Ну, Польша это стояла вообще отдельным эпизодом, это был вызов для всей российской движухи, это был вызов для всего российского околофутбола. Я бы не сказал, что там было что-то супер глобальное, потому что полиция там работала как бы очень хорошо, слаженно со всеми. Но все туда приехали просто во вражескую страну, чисто патриотично отстоять, скажем так, просто вот Россию, Русь, не знаю, как, кому. То есть здесь вот было просто нужно было, скажем так, выступить достойно. Выступили достойно, единственное, потом репрессии эти просидели в тюрьме, потом в районе месяца. И питерские ребята, и московские. Ну вот, но в целом Польша была такая прям, она была вот духовая, интересная, то есть там вот было видно единение российского движа, и на первом матче с чехами, когда польским стюартом там наковыряли, и на последующих матчах, то есть, да, это вот был такой мост, когда кругом полиция, все поляки со всех сторон там прыгают, летят, бегают, то есть, ну, это было круто, тогда это было круто, единственное, что я говорю, к нам потом относились как к собакам, там травили газом, блядь, травили нас собак, там закрывали нас там в камерах, там также заливали газом, там пиздили, блядь, ну вот, сроки какие-то придумывали, ну, все это пережили, хотя, честно, в тюрьме, в польской, поляки, которые сидели там же, это были и Легия, Тедди Бойс, и Видев, и, ну, различных бригад, и первые какие-то польские лиги. Они нормально абсолютно относились, давали там местные эти журнальчики почитать, там хавчик давали какой-то, потому что у нас не было ничего. То есть, ну, я бы не сказал, что... То есть ты провел в польской тюрьме какое-то время? Ну, многие российские болельщики провели в польской тюрьме какое-то время, в районе месяца. Ну вот. И там, я говорю, то есть, в принципе, от поляков, именно от хулиганья, агрессии не было. Все понимали, кто за что тут сидит. И, в принципе, я говорю, с точки зрения еды и всех каких-то там нужд, они, в принципе, помогали. И я бы не сказал, что там было прям... Но ненависти не было? Как у хорватов не было такого? Нет, как у хорватов, в Хорватии, слава богу, там не сидели особо. Нет, я имею в виду, как у хорватов вообще крестьянам. Нет, у польской полиции, у польских цириков, которые были в тюрьме, конечно, ненависть была, там, русско-курва и прочее дерьмо. А те, кто сидел вместе с ребятами, у них ненависти никакой не было абсолютно, потому что это было, как бы, скажем так. Хорошо, давай дальше, после 12 года, или 12 год, в принципе, была уже такая лебединая песня на сборную. Больше особо ничего и не было. А 2016 год Марсель, по-моему, чуть-чуть что-то было. Что-то было, да, в Марселе. Да, если мне не изменяет память. В принципе, российский спецназ, который был в Марселе, в принципе, он свое дело, наверное, сделал и загремел на всю Европу. Ну, если бы... Один человек до сих пор находится в тюрьме. Ну, это такое трагическое стечение обстоятельств, да, что человеку дали 10 лет срока тюремного заключения, фактически просто по наигранной истории. Ну, те эпизоды, которые были там, которые были вообще где-то, они были гораздо некоторые более жестче. То, что он там кинул стул в какого-то бритиша, тот упал пьяный в говно, там ударился головой там об асфальт, сейчас спокойно как бы себя чувствует, получает человек 10 лет, как бы это, ну, совсем неадекватно. Это понятно, что европейская политика, это Скотланд-Ярд, это Англия, это Франция, это их совместное взаимодействие, это просто показательное наказание человеку, как бы вообще просто, то есть, ну,
блядь. Ну, 10 лет это фактически, ну, то есть, это убийство должно быть, или это должно быть какая-то контрабанда, не знаю, там, наркотики. Ну, показательно было сделано, да. Что-то серьезное, то есть, ну, а тут 10 лет за, ну, фактически, в принципе, за то, что человек вообще, можно сказать, ничего не сделал. Ну, дал там кто-то поебало, там кто-то толкнул, там упал. То есть, он сделал все то же самое, что делали там 10 тысяч бритишей на протяжении 5 дней. Там, дрались, кидались, бухали, пили там. Ну, то есть, неадекватное абсолютно решение, но, к сожалению, при всей, скажем так, всемогущести, может быть, нашей страны и многих людей отсюда, ничего сделать до сих пор никто не может. И вот эта ситуация до сих пор остается в подвешенном состоянии. И, к сожалению, спартаковскому болельщику, который оказался в этой непростой ситуации, там помочь мы никак не можем. Слушай, скажи еще такой вопрос. Вот в Москве много клубов, много движух, вообще, скажем так, движовый город. В Питере все знают «Зенит Санкт-Петербург», но есть такие команды или были, как «Динамо» СПБ, как «Локомотив» СПБ, как, опять-таки, «Хоккейный СКА». Как с ними отношения, вообще были у них движухи, есть у них движухи, взаимодействие именно с «Зенитом», как основным, вот, скажем так, клубом? Конец 90-х, Локо Питер был движуха, многие зенитовцы ходили на Локо Питер, потом их пиздили, и потом, ну, что Локо этот грянул. Играли все на Кирова? Локо играл на Кирова, Зенит играл на Петровском. Потом движуха питерского СКА, непосредственно Nordic Soldiers. Я с этими парнями вообще, в принципе, вырос, можно сказать, бок о бок в одном дворе. У меня с ними никогда никакой агрессии не было. Тем не менее, на СКА мутили, потому что СКА уже был непосредственно с ЦСКА чуть позже. Всегда, как бы, это все было акцент на армейское, как бы, сообщество. Но с лидерами Nordic Soldiers тех времен я был всегда в нормальных отношениях, как бы, я говорю, вместе там футбол играли во дворе. Ну вот. Потом, конечно, они были на многих темах и против коней, и даже последнее, то, что было пару лет назад возле стадиона уже нового, драка против коней, они там были, и были другие армейские, скажем так, организации в городе Санкт-Петербурге, которые болели за московский ЦСКА. И небезызвестная, естественно, спартаковская контора Эллинс, которая в 2000-х годах с очень многими нашими бригадами подралась. Но в основном они, конечно, накрывали. Таких прям откровенных тем у них, может, с Гремлинами вот была забивка известная, фарфоровская, это начало самое. И вообще Эллинс всегда оказывали большую поддержку московским коллегам, в частности Ю, в организации. То есть Эллинс такая была боевая единица, серьезно? Эллинс была очень крутая. Ну, была, есть там, как она, не знаю, там, видоизменилась, название поменяла, не поменяла, там, в любом случае Эллинс есть Эллинс, там. Конечно, была очень крутая организация в плане просто своей партизанской деятельности, то есть вот эти вот хитрые все движения, накрыть поменьше, найти левый матч, помочь москвичам, то есть они очень в этом плане были супер, как бы, дееспособны, очень было тяжело их вычислить. Да, удавалось это и не раз, в принципе, удавалось и где-то ёбнуть, и декабристов их ёбнули вместе с Ю перед масштабной темой, и день рождения какие-то к ним приезжают, то есть были темы, где они попадали под раздачу, и забивки какие-то были вместе уже в дальнейшем там с ФЛС и прочим, то есть да, но в целом это была, как бы, организация, которая очень сильно, ну, скажем так, помогала своим московским коллегам, и которая в Питере, скажем так, стояла прям вот как кость в горле для всего зенитского движа, потому что мы не знали, когда они могли появиться, где можно попасть пятером, десятером, как. Но, конечно, все самые основные запоминающиеся акции это у них были с Ю. Их было очень много, и здесь даже вот недалеко от мюзик-холла была Горьковская, когда мы 3-е место заняли Локо, они вышли, шли там, грубо говоря, махали по парку зенитским флагом, там шизили что-то за Зенит, потом из темноты появились, и мы их уже встретили буквально за 20 метров до, а это оказалось мясо, как бы. Ну, очень-очень много тем было с ним. У тебя, ты говорил, что вот у тебя там из спартакских контор были знакомые, потом вы дружили даже с кем-то, и сейчас дружите, а с Эллинс? Я с одним из Эллинс учился вместе, и общался вместе, и, блядь, все молодые эти годы, я имею там
То есть, в принципе, ты знал, кто там, да? У тебя были там знакомые? Конечно, я был с ним, ну, в близких отношениях, сидел с ним за одной партой фактически. Ну вот, то есть мы приходили иногда после некоторых тем вместе в институт, там девочки ахали, то, что у меня там синяк по глазам, а его там потом, когда он приходил с разбитым еблом, там, типа, блядь, а ты-то где был, как бы, а оказывается, мы были-то примерно и вместе где-то. Либо наоборот это было, то есть, ну, было забавно, скажем так. Ну и других людей оттуда я знал. Хорошо. А «Динамо»? Питерское «Динамо», оно было, с ними были даже какие-то драки у молодых контор. У основных контор, можно сказать, этих драк не было. Они то были, то их не было. То есть питерское «Динамо» это близко не стоит рядом с «Эллинс» и даже с питерскими конями. То есть все-таки «Эллинс», «Nordic Soldiers» и питерские кони в целом, как бы, да, то есть это, ну, это немножко другой уровень, это не питерское «Динамо», не питерское «Локо» какое-то, не питерское «Педа» даже какое-то. А люди туда себя перетекали из «Зенита» в «Динамо», из «Динамо» в «Зенит», да? Были такие люди, которые из «Зенита», уходили вот как раз-таки в мясо. Были люди, которые из «Зенита» уходили к коням. К счастью, я могу сказать так, что и их было немного, они были единичные, но и тот человек, те люди, кто ушли к коням, были наказаны и опиздюлены возле Ледового дворца, потом я их больше не видел. И также со спартаковской стороны кое-кто, кто перешел, скажем так, из лагеря «Зенита» в «Спартак» тоже, скажем так, пиздюлями был награжден. Ну, в принципе, как бы таких людей, к счастью, было совсем-совсем мало, но они были. Это, конечно, полная, как бы, деградация, полное дерьмо, как бы, так. Идея фанатизма, да. Это вообще, как бы, дно. Но такие люди были, как и в Москве, в частности, такие же люди были. ЦСКА, «Спартак», туда-сюда, в «Локо» особенно. Ну да. Всякая такая хуйня присутствовала. Ну вот. Так что как-то так. Хорошо. А про друзей. Я знаю, что есть клуб на Урале, в который, в принципе, люди ездят в «Зенит» очень часто, вы с ними дружите достаточно плотно. Они на ваших выездах бывают, вы на их выездах бываете. Даже два клуба, наверное, да, назовем. Это самый крупный друг, это Урал и, наверное, Челябинский «Зенит». Еще есть какие-то друзья у основного «Зенита»? У нас нейтральные хорошие отношения, в принципе, как бы там Ростов не общался там с Мясом, да, мы с Ростовом все время в нормальных отношениях были, многие личные контакты были, Самара, естественно, нормальные отношения были, да вообще, в принципе, как бы и с Шинником кто-то общался, там, ну, много очень было индивидуальных контактов нормальных, но друзья конкретно были исключительно, как бы, единственное, это были Уралмаш и их, как бы, организации, и они за нас участвовали в некоторых темах, и мы, в частности, участвовали за них в некоторых темах против Перми, и я был на выездах за Уралмаш несколько раз, но они, конечно, ну, гораздо больше на наших, и, то есть единственные друзья, которых я бы назвал на российском пространстве, это Уралмаш. Брать Челябинск, да, может быть Челябинск, может быть еще какие-то регионы, но это все-таки не так было масштабно, не так акцентировано, как с Уралмашем, то есть Урал — это отдельная история, это наша, как бы, тусовка, хоть у нас лозунг был всегда «одни там против всех», и вообще в целом зенитское движение было всегда обособлено, но Уралмаш, да, их можно назвать единственными нашими российскими друзьями, официальными и, как бы, признанными всеми из давнишних времен. Хорошо, тема Сербии. Все знают, что у ЦСКА есть «Партизан», у «Спартака» есть в друзьях «Цервена Звезда», «Зенит». А мы не разделяем сербов на клубы, мы общаемся со всеми. У меня есть товарищи близкие довольно-таки и «Партизан», и «Цервена Звезда», и близкий друг ОФК, и РАД Белград. То есть, как бы, в принципе, есть организации наши питерские, которые общаются больше с РАДом. Там есть кто-то общается со «Звездой» частью. То есть у нас нет официальных друзей клубов. Побратимов нет таких, да? Просто, да, вся сербская движуха, к ней нормальные отношения, и все, как бы. Ну, а ты вообще как сам относишься вот к дружбе с сербами, дружбе с греками и так далее, с поляками, с теми же? Я могу так сказать, со стороны «Зенита» мы всегда были обособлены. Я ничего не имею против каких-то контактов, мы тоже сейчас налаживаем определенные контакты уже давно с такими известными, нормальными там
правильными даже, я бы так сказал, движухами, общаемся. Это в каких странах? Ну, это страны и Восточной Европы, и Западная в том числе. Я сейчас не буду пока, то есть, никого акцентированно Выделять, да? Друзьями, да, выделять. Есть просто движения, с которыми сейчас находимся в нормальных, хороших отношениях, и, может быть, как-то в дальнейшем это обозначим. Ну, вот. Но, честно, с точки зрения ЦСКА, Спартака, нам как бы эта политика непонятна. Там общение Спартака, окей, как-то может исторически Цервена-Звезда, Олимпиакос, тут же некоторые спартаковские бригады общаются с поляками, Лех Познань, тут же возникает Краковия, абсолютно левая команда, то есть для меня, друзья, Аякс. Не, ну Арка Гдыня. Арка Гдыня, там, ну, то есть вообще еще... поляков я не признаю просто с точки зрения вообще ни ментальности, ничего. С точки зрения перенятия опыта около футбола, окей, но с точки зрения вообще вот этих всех реалий мне непонятна эта история. Тут же ЦСКА, которых можно выделить с Видеевым, со всей этой тусовкой, и ЦСКА, который общается и с Партизаном, также Партизан там общается, друзья, Паука, тут даже греки, тут же ЦСКА София намешана, у Спартака Локо Пловдив туда же, то есть, ну просто вообще, то есть со всех стран куча клубов, и мне это непонятно, я даже в это лезть не Причем я знаю, что здесь есть зацикливание, что как раз Локо Пловдив уже не, наоборот, недружественно очень относится к Звезде. Так, конечно, болгары сербов не любят, и изначально болгар... Все по кругу, получается, замыкается уже на противопоставление, да. Мне это непонятно. Я понимаю, что кто общается с Пловдивом, я понимаю, кто общается со Звездой, я понимаю, кто общается с Лехом. Я понимаю также, кто у коня общается с Софией, кто общается с Видеевым, но настолько это все перемешано, настолько все это масштабно, настолько это все как бы в кучу, что вот нам, зенитовской движухе, это непонятно, я надеюсь, у нас это никогда не будет. Мы лучше, скажем так, пускай меньше, обособленно выступим так, чем будем собирать вокруг себя просто весь этот общий европейский движ и там, не знаю, котировать там польскую курву и прочую всякую вот эту историю. Это твое личное мнение или мнение движа, в принципе? Я думаю, что это мнение всего нашего движа. Единственное, что у нас в движе есть определенные личные контакты. У кого-то со шведами, у кого-то еще с кем-то. Ну, это нормально абсолютно. То есть люди общаются. То есть, но вот прям вот так вот в кучу все собирать, я думаю, что зенитовское движение, все, абсолютно все бригады против, чтобы у нас просто в куче вокруг нас был вот этот весь европейский общак, неважно какой национальности. Главное, чтобы они там, не знаю, там были видными, сильными там, ну, по мне это неправильно, я думаю, весь зенитовский движ меня поддерживает. То есть аутентичность должна быть? Безусловно, безусловно. Для меня это 100% так. Для меня это 100% так. Один город, одна команда и так далее, да? Один город, одна команда, это немножко другой как бы лозунг, но с точки зрения набирать вокруг себя всю европейскую эту массу, которая между собой вообще несопоставима, это точно не путь зенитовского движа. И есть сербы там у кого-то, друзья, есть шведы у кого-то, друзья, есть у кого-то болгары, есть у кого-то там итальяшки. Это понятно все, но вот так всех собрать вокруг себя, блядь, баннер этих, движ тот, этот, ну, это точно не наша каша, это как бы... Тут говорится вот так, каждому свое, и я считаю, каждое движение вправе само решать свой путь развития, и мы даже не хотим лезть в это, пусть сами все варятся в своей каше, как считают нужным. Слушай, вот мы поговорили о золотых временах около футбола до 10-х годов, там чуть коснулись 15-го. Как в последнее время обстоят дела в именно зенитовском околофутболе? Есть ли какой-то раскол? Может быть, появились новые, более одиозные конторы, которые уже, скажем так, равня таким, как Music.ll и так далее? Вот общая твоя оценка. Ну, изначально, конечно,
Таким не очень положительным и не очень приятным эпизодом был непосредственно раскол мюзик-холла на две фактически, можно сказать, равнозначные организации, мюзик-холл и банда Ш. Это какой год? Ну, это где-то порядка 10 лет назад. Соответственно, с одной стороны, может быть, зенитский околофутбол приобрел какую-то живую, здоровую конкуренцию. С другой стороны, конечно, этот раскол, может быть, не очень хорошо сказался на целостности организации, на целостности одной единой, как бы, серьезной структуры, потому что появилось буквально, можно сказать, с одной бригады появилось две. Из-за чего это произошло? Да, это просто конфликт личных интересов. То есть два лидера, которые не могли уже уживаться в одной берлоге, нет? Это не два лидера было, это была группа людей с одной стороны, группа людей с другой стороны. У одних были одни интересы, не будем обсуждать, какие у другой были другие. Кому-то хотелось где-то, может быть, денег заработать, кому-то хотелось что-то наладить с клубом, кому-то хотелось в олдскульный фанатизм поиграть. Всех были разные интересы, тут нет правых виноватых, тут нет чьей-то единой, я говорю, правды. Просто это произошло, это было, конечно, довольно-таки сильным ударом по питерской движухе 100%, но, я говорю, с точки зрения конкуренции, может, это стало и каким-то образом более, да, движком, более интересной историей. Нельзя рассуждать о том, какая из этих частей оказалась сильнее или хуже, там, слабее, мощнее. И у мюзик-холла впоследствии были серьезные темы, и успешные, и не очень. И также у БШ были темы и очень успешные, и не очень. Соответственно, здесь просто появились две организации, которые, к сожалению, по моему мнению, как бы вот немножко раскололи питерский движ на два там лагеря. Хотя, я говорю, может быть, правильно ты говоришь, может быть, наоборот, если бы оставался все единым, то это переросло бы в болото застоявшиеся, да, а тут какие-то пошли движения. На самом деле, в любом случае, нынешние времена, уже фактически времена немножко болотистые, это не те времена, которые были золотые, там, я говорю, 10-12 лет назад. Соответственно, да, понятно, сейчас коллективы более укреплены спортивно, то есть это уже и профессиональные бойцы по смешанным единоборствам, это и более серьезная спортивная подготовка, но фанатская история, она всегда была крепка именно духом, она всегда была крепка именно тем, что у людей был вот этот боевой дух, который был закален не в спортзале, в боксерских там или борцовых поединках, а этот дух был закален на выезде, не знаю, там в Нальчик, Владикавказ, когда против тебя все стоят, да, один за одного. Когда один за одного стоят, когда против тебя там не люди, которые кулаками, ногами будут махать, которые могут тебя ткнуть, пырнуть, ударить чем-то из-под тишка, полиция в различных странах, городах, менты, вся это. Те, кто прошел ту школу, если они еще были готовы спортивно дополнительно, это было вообще как бы максимальная, скажем так, консистенция того, что этот человек будет как бы в топе. Дух боевой и спортивная подготовка, естественно. Те же самые спортсмены, некоторые, к сожалению, себя очень неплохо проявлявшие на ринге, в дальнейшем себя полностью дискредитировали в околофутбольных темах, даже не лесных, а темах вот просто городских, или темах, когда просто нужно там встать за товарища против каких-нибудь, там, не знаю, представителей там других, скажем так, слоев общества. То есть все к тому шло, да, что... Да и в Москве также было, все коллективы просто обзавелись спортивной серьезной подготовкой, которой рано или поздно переставала, скажем так, эта тема нравится. Кому-то деньги нужны были, денег не было, кому-то там, скажем так, какая-то
какое-то самоутверждение чего-то там, да, но после определенных травм там не понял, что спортивная карьера важнее, либо, ну, то есть, каким-то образом люди в них не было идей, таких идей, какие были в людях, которые начинали в конце 90-х, начале 2000-х, как именно фанатье, как движуха, как коллектив, как состав, да. В любом случае и в Мюзик-холле, и в БШ, во всех организациях есть эти люди, которым в любом случае есть уважение за то, что они давно в движухе, они как бы преданы клубу, неважно, каким образом они двигаются, но, по крайней мере, они действительно зенитское как бы фанатье, которое в этом крутилось, а не просто человек, который пришел из спортзала, подрался раз-два там и ушел в сторону, про него все забыли. Это люди, которые ездят на выезда, это люди, которые готовы там в любых ситуациях как бы двигаться. Они есть в каждой бригаде, им уважение однозначно самое большое, в отличие от просто подписанных спортсменов или каких-то там людей, скажем так, которые год-два походили, им это перестало быть интересным. То есть изначально больше уважения не мышцам со спортзала, а идейным людям, которые... Именно кто продвигал ультраскультуру, около футбола и так далее. Просто идейным людям, для которых зенитская движуха — это нечто более, чем там, не знаю, там, повыебываться, помахать кулаками. То есть, безусловно, спорт максимально важен, максимально акцент на этом в последние годы делается, но если человек просто левый спортсмен, это все-таки немножко не то. И посмотрим на самых идиозных как бы персонажей даже московских движей, и ЦСКА, и Спартака. Все-таки это люди, не пришедшие из спортзалов, это все люди, которые в основном все-таки родившиеся в фанатской культуре, в этой субкультуре, в жесткаче, которые были в конце 90-х, начало 2000-х, которые прошли ментовские репрессии, которые прошли различные там проблемы в жизни, на работе, травмы, и которые остались в движе, несмотря ни на что, и им как бы можно отдать дань уважения, я говорю, неважно, за какой клуб они как бы болеют. То есть таких людей не так много, но они есть везде, в каждой бригаде. Хорошо, сейчас, как ты говоришь, мюзик-холл и банда двигаются вместе или все-таки на какие-то определенные темы, или все-таки все врозь пошли каждый своим путем? Да, я считаю, что сейчас в зенитском движении никакой агрессии особой между никем не существует. Все уже давно все выяснили, поняли. Ненужные люди откололись как бы и канули в лету. Соответственно, на личностном уровне очень много контактов, отношений, учитывая, что в самом БШ, также и в Мюзик-холле, и в других бригадах еще были отдельные, скажем так, разногласий, и многие люди уже из этих коллективов уходили, занимались там какими-то своими проектами, своими делами, да. Вот. На данный момент за другие организации, вообще за все организации говорить будет неправильно, просто стоит как бы подчеркнуть то, что в принципе я считаю, что сейчас отношения между всеми нормальные. Единственное, что у правильных людей в движении есть понимание, что есть определенные личности, с которыми ввиду их, скажем так, неправильного общения с структурами и вообще их сущности общаться точно не стоит. Я надеюсь, все прекрасно это понимают. И на данный момент, я думаю, что у всех уже давно в голове сложилось единое мнение, что выяснять что-то между собой — это утопия, выяснять что-то внутри движения, как бы это утопия. Все должны преследовать единые цели, и те люди, которые себя полностью дискредитировали, они не должны, скажем так, вообще
занимать какое-то место в зенитовской движухе, в зенитовской иерархии. А касаемо чисто коллективов, то я надеюсь, что все на правильном пути. Хотя сейчас объективное время, оно время такого, можно сказать, ну не то что заката, оно время абсолютного такого стагнации, да. То есть я надеюсь, что каким-то образом есть и выходы из ситуации, которые спасут олдскульный движ, спасут всю, скажем так, всю эту историю, и развитие есть определенное, да, просто уже мир полностью поменялся, политика полностью поменялась, страна полностью поменялась, и мы не можем жить в реалиях конца 90-х, начала 2000-х и исполнять все то же самое, что исполнялось раньше. Скажи, за всю историю, вот эту, назовем это сколько, 22 года, да, около футбола зенитовского, были какие-то, может быть, организации внутри, которые себя дискредитировали, которые были изгнаны, может быть, из общака и так далее? Ну, такие, как изгнанные там с общака-то, конечно, наверное, я думаю, что нет. Просто есть личности, которые себя полностью дискредитировали ввиду своего, скажем так, может быть, где-то просто глупости в голове, может быть, какой-то жизненной ситуации, которая заставила их перейти эту грань определенного честного фанатского стиля и приверженности идеологии, что все-таки фан-движуха и вообще вся движуха, да, то есть она все-таки не должна, наверное, общаться с определенными какими-то структурами и петь им песни про, скажем так, зенитовский фанатизм изнутри. И я бы не назвал бы бригадами. Бригады, в принципе, полностью себя, конечно, никто так не дискредитировал, как полностью организация. Но личности однозначно такие были, есть. И я никогда в жизни не пожму ему руку. Те ребята, которые сейчас есть в движении, я думаю, здравомыслящие все и рядом или за один стол не сядут и не встанут. Но хотя об этом сейчас не очень актуально говорить, потому что глобально их особо никого и не видно. И это могу так сказать, это дела минувших лет, а не нынешнего прямо времени. Поэтому как бы Господь с ними, пускай, скажем так, это останется где-то в прошлом. На данный момент я думаю, надеюсь, что зенитовское движение, оно очистилось каким-то образом, ну не то, что очистилось, что оно все-таки с правильными мыслями в голове в данной непростой ситуации, вот и все. И все организации, которые сейчас на плаву в Питере, надеюсь, они будут правильно развиваться, и между собой у всех будут нормальные отношения. Ну, твой взгляд на ситуацию, которая сейчас, ты уже, в принципе, коснулся этого. Ну, вот так подытожим кратко. Околофутбол не в Питере, а вообще в России, на твой взгляд, как явление? Это уже пациент мертв или пациент еще может воскреснуть, просто сейчас затишье? Отдельные эпизоды, конечно, в любом случае они происходят, они есть, и периодически что-то все равно где-то. Ну, я не беру лесные драки, они как спорт, как просто, скажем так, как интерес именно больше со спортивной наклонностью, они, безусловно, есть, они чуть не каждый месяц есть. То есть люди встречаются, соревнуются, тренируются, выясняют, кто сильнее, это есть. Классический околофутбол, который был всю жизнь, в котором мы родились, он как бы изредка тоже бывает примером тому и
московские некоторые события, пересечения ЦСКА с Спартаком и дерби Динамо-Спартак не так давно, которое было тоже с интересными определенными событиями. Такие отголоски. Матч «Зенит-ЦСКА» в Питере, Савушкина, и матч «Зенит-Спартак». «Зенит-Спартак» последний был вообще интересный матч. Прям все практически на бипе происходило. Ну, я имел в виду больше там встречи в городе. Канал Грибоедова с небезызвестной тоже спартаковской организацией. То есть, ну, что-то есть периодически, что-то возникает, даже иногда что-то массовое. Но это редко, и это уже как отголоски прошлого. Это все кануло в лето, можно сказать? Ну, конечно, безусловно. Матч «Зенит-Спартак» того года — это такой эпизод, вот, ну, как это сказать? Исключение из правил, которые покажешься, да? Таких людей не должно было быть на стадионе, но их почему-то туда пустили, грубо говоря, прямо в зенитовское пекло, там, где были зенитовские фанаты. То есть их пустили, пожалуйста. То есть, грубо говоря, вот они, вот вы, нос к носу. Поэтому что-то там произошло. Никто это ничего не планировал, это была чисто спонтанная история, которая вот возникла. И, естественно, все ответственные за эту ситуацию лица, будь то, не знаю, там, работники клубов, правоохранительных, кто угодно просто, ну, сделали вид, что типа, ой, там... Как так получилось, да? Как же так получилось, как бы, блядь. Но, по сути, по ситуации же все прекрасно понимали, как это получилось. Просто людей из «Спартака», которые не должно было быть на стадионе, пустили на стадион, прям посадили посреди зенитовских. Ну, а как получилось, блядь, интересно. Как это могло не получиться, вот и все. Но это отголоски прошлого. Ну, была какая-то определенная веселуха, молодежь поразвлекалась, со стороны смотрелась. Даже чуть-чуть интересно. Хорошо, ты в современных реалиях ходишь на финансовый сектор, на «Вираж», на новый стадион, и вообще как олдскульная движуха восприняла переезд с уютного старого доброго Петровского, да, где все, в принципе, родного дома, переезд на Крестовский? Я на стадион, на «Вираже», ну, можно сказать, еще и не был даже, наверное, может быть, ни разу. За последние 4 года, да? Да, я туда не хожу принципиально. Там не так много моих друзей осталось и ходит по определенным причинам. У кого-то бан, кто-то просто не хочет. Кому-то не нравится, кто окружает их, потому что это театральное действие, которое на нынешнем стадионе, оно немножко отличается от того, что было на Петровском. Олдскульная обстановка. Жизнь же на месте не стоит, все двигается. Да, но все меняется. Из тех, кто ходит на «Вираж», я думаю, меньшая часть из них появляется на выездах, еще гораздо более меньшая часть является старым фанатьем, и еще меньшая часть является околофутбольной движухой истории. То есть там, в принципе, 80-90% сектора для меня это там какой-то фейк. Я могу иногда сходить на стадион, на центральный сектор, могу сходить даже на ту же самую вип-ложу, если предоставляется возможность. Редко, может быть, 2-3 раза в сезоне. То есть выездные матчи мы посещаем гораздо больше, нежели домашние. Домашним матчам нет никакого абсолютно интереса. Стадион превратился фактически в театр. Краски, кукуруза, там, дети, семьи, братья наши меньшие, все вперемешку. То есть, ну, это такое камерное театральное действие, которое, ну, оно просто неинтересно. Это не та картинка, к которой мы привыкли, вот и все. Ну, с другой стороны, сейчас все паблики представляют все время как раз картинками из Питера с этими яркими перформансами и всем остальным. Ультраскультурой. То есть, можно сказать, абсолютный лидер сейчас на российской ультрасцене, да? «Зенит», я думаю, что абсолютный лидер. Но у «Газпрома» есть деньги, наверное, могут проплачивать хорошие перформансы. Мы к тебе приехали в Питер с каналом «Мы к вам приедем». В концовке обычно мы всегда просим людей пожелать что-либо нашему каналу, и зрителям, как правило, смотрят футбольные люди. Вот пожелания от человека из Питера. У меня особо никаких пожеланий не будет. Единственное, что в свою очередь скажу, безусловно,
приятно, когда определенные старые личности возвращаются на стадионы, возвращаются на выезда. Я думаю, что и у других движей это происходит. В целом фанатская субкультура, она всегда была такой аутентичность своей имела, то есть ни на какую не была похожа, то есть это свой мир, и это не мир все-таки искусственных людей, спортсменов и прочих людей, которые хотели на этом попиариться, поэтому ну, можно только пожелать всем российским движухам, чтобы они сохраняли свое, скажем так, максимально олдскульное лицо, чтобы люди продолжали заниматься любимым делом, чтобы было меньше проблем. Ну, я надеюсь, что все-таки где-то, может быть, на сборной будут старые времена, когда все где-то сплотятся и встретятся давно знакомые люди, которые прошли всю эту историю либо вместе, либо по разную сторону баррикад, но впереди еще, надеюсь, много чего интересного будет и запоминающегося. И хотелось бы, чтобы это все проходило в компании людей, которые отдали этому жизнь, они просто пришли в новомодную какую-то тусовку, движуху, структуру. И гораздо приятнее иметь дело с такими людьми, нежели с искусственными. Ну, в целом как-то так, поэтому всем остается пожелать поменьше проблем, побольше хороших, интересных выездов, акций. И надеюсь, как бы российский фанатизм, который, я думаю, котируется во всем мире, и сила его, которая известна во всем мире, я думаю, что это в любом случае номер один, как бы, на всей планете, если взять, как бы, если взять за основу силу, боевой дух и единение, как бы, людей. Поэтому я надеюсь, что российский фанатизм не умрет, российские движухи не умрут, и все будет развиваться в правильном ключе, ну, в соответствии уже со временем. Как говорится, главное сердцем не стареть. Да, годы проходят, страсть остается. Спасибо тебе большое.